Друзья, всем привет, серферы-бездельники, девианты. В этот светлый день, когда благодать, весь мир осенит, так сказать, с святым перстом и не одним. И Дональд, как не знаю, как это по отчеству, Трамп, значит, войдет в овальный кабинет, и длинные очереди выстроятся, так сказать, чтобы эту Трампову благодать почувствовать, и в том числе многие наши тоже, так сказать, истинно верующие, в кавычках, потянулись туда для того, чтобы быть сопричастными к величайшему событию в истории человечества. В этот день мы решили провести эфир, который посвящен нашим делам, скорбным нашим делам, которые, впрочем, могут быть связаны, так сказать, и с действиями новой администрации в США. И будем надеяться, что она обратит свой, так сказать, перст и коснется этим святым перстом коррупционные всяких делишки, которые тут бурно, так сказать, наблюдаются во всех сферах. И нашими проводниками в этом мире, значит, в этой клоаке, так сказать, безумия, коррупции и разврата будут Влад Сидоренко и Юрий Севрук, которые уже у нас были неоднократно в эфирах. Во всяком случае, Влад несколько в эфирах было, Юрий Севрук вот второй раз уже. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное, что в этот прекрасный, просто как-то этот день, ну действительно определяющий во многом. Будем стараться. Мы проводим этот дай эфир. Бог, чтобы так было. Да, и просто очень легко в этот день проводить, потому что ты чувствуешь, как вот тебя наполняет это все, как бы сила, величайшая сила в истории человечества. Вот она нас осяяла и благословила на то, чтобы вот все, что вы сегодня услышите, это под воздействием этой силы. Спасибо тебе, Дональд, спасибо за то, Джей Трамп. Джей Трамп. Да. Тут уже вопроси є. Цей ефір про те, як перевзивається, чи нагадування про своєчасне вміння передавати. И про это, и про другое, и про многое еще, что в украинской политике и в экономике сплошь и рядом. Итак, на протяжении последних недель Влад очень системно разворачивал картину, скажем так, веселых процессов, происходящих в налоговой, потому что, как мы знаем, там уже давно свила кубла, значит, организованная преступная группа, организация, да. Да, оргпреступность, бандитизм в чистом виде. Да, которая была завязана на кого? На Давида Арахамию и Данила Гетманцева. Да, которые делали что? Грабили страну. В каком режиме? В прямом, постоянно, беспрерывном, онлайн, да, абсолютно. Да. И эта группа сидела на протяжении скольких лет? Трех. С 22 года. Угу. Сначала с 22 года. Я, кстати говоря, недавно опубликовал, сколько нарушений было сделано с 22 года. Конкретно, ну, получается, что Татьяна Кириенко возглавляла налоговую, она была исполняющей обязанности Татьяны Кириенко. И на прошлой неделе, наконец-то, женщина, нельзя говорить, да? Плохие слова, ее выгнали наконец-то же из налоговой, да, но они там принимали решений почти там, на миллиард гривен. Так науправлялись, что из бюджета там, под миллиард гривен выплатили компенсации, там всякие сборы, судебные, все. То есть у них физические и юридические лица пооспаривали решение, которое повыносила налоговая, и налоговая со своего бюджета миллиард гривен потратила, чтобы эти деньги компенсировать, то, что она проиграла. Представляешь себе? То есть люди за 3 года просто уебали на миллиард гривен государственную службу. И это же зарплаты, это все ремонты, это все коммуникации, это все экономии, это все, что может быть. Да? Вот люди просто подписывали документы, которые были незаконными. И вот они просто миллиард гривен. Ну, на секундочку, миллиард гривен. Сколько это? 20 миллионов долларов, да? Больше, 25. 25 миллионов долларов. Я вот для затравки, я сегодня много расскажу инсайдов и вообще то, что происходит, в том числе связано с Соединенными Штатами. Ну вот смотри, по моим оценкам, теми цифрами, которым я располагаю, да, по моим субъективным, скажем так, оценкам, Гетманцев украл где-то порядка 300 миллионов долларов.
Каким Мои образом? собеседники из специальных служб говорят о гораздо больших цифрах. Это я сейчас не шучу. Да? То есть, вот, например, можно представить себе, а не говоря о группе Монако, вот я сейчас говорю, там, я сейчас объясню, там надо еще надо больше. объяснить, кто такая группа Монако, потому щас что расскажу. непосвященные не понимают. Значит, смотрите, в налоговой службе в 22 году, когда они взяли ее под контроль, Арахамия и Гетманцев, было согласовано в офисе президента, что Гетманцев будет в ручном режиме, он будет отвечать за наполнение бюджета, для этого ему нужна налоговая служба, которая является одним из главных инструментов, центральным органом власти, который наполняет бюджет, да, и ему нужен контроль над этой службой. Значит, они с Давидом Арахамией туда зашли квотно. Ну, они объединились чуть-чуть позже, да, в такой симбиоз, да. Но по итогу уже Гетманцев завел туда своих помощников, своих студентов на ключевые должности. Вот. И квота была, значит, у Давида Арахамии, которая называется Монако. Да? То есть это было две группировки. То есть налоговые бандиты и ОПГ Монако. ОПГ Монако, их еще называют мусора. Вот, потому что это генералы национальной полиции, как правило, ну, бывшей полиции. Это Везьмикин, Купранец, Коваль, Евгений. Почему Монако? Потому что они в Монако сидят? Или Да, что? потому что ну, там у них Игорь Абрамович, это кум и близкий друг значит, Данила Гетманцева, он был членом комитета, если помните, его выгоняли из финансового комитета. Он из Харькова? Он из АПЗЖ. Вот. И его выгоняли, и Данил Александрович ему публично благодарил за, то есть они его, он голосовал против, чтобы, кажется, голосовал против, чтобы его выгнали из финансового комитета, когда была движуха, что ОПЗЖшникам не место во время войны там, на каких-то вот таких вот позициях, да, его выгоняли. Вот. Ну, мне кажется, что Данил Александрович голосовал против, но, в общем, выгнали. Все эти люди, там же Хомутынника схемы, значит, прекрасно работали, да, собственно, все эти прекрасные люди, значит, располагаются и живут в Монако, от этого и получилось такое слово, да, группа Монако. То есть политическое было крыло, это Игорь Абрамович, значит, и Давид Арахамия, вот, ну и мусора, Купранец, Везьмикин, Коваль. Коваль, кстати, у них был бэк-офис, он находится на улице Мечников в Парусе. Все об этом знают, там решались все вопросы. Да? И сейчас Купранец сейчас не находится в стране, он находится в Европе, он осваивает деньги, потому что их нужно отмывать, их нужно обрабатывать. Да? И в этом процессе, допустим, то есть было две группировки туда зашло, вот еще раз, Монако и бандиты Гетманцева, налоговые бандиты. Значит, между ними было какое распределение? Монако контролировало все, что связано с акцизом. Табак, табачка, спирт, алкоголь нелегальный и нефтепродукты. Заправки, переработка, вот это вот все. Акцизы, да. И, значит, зерно. Значит, у них был зерновой терминал под контролем в Одессе. Туда силовиками загоняли всех, кто хочет экспортировать зерно. И они монопольно, вот это все коридор зерновой, потом оттуда возмещение НДС, невозврат валютной выручки. Это вот все, невозврат валютной выручки, сколько там говорили, 8 миллиардов долларов, условно называлась цифра. Вот это все к Монако. Да, то есть, чтобы вы понимали, да, речь идет о каких-то миллиарды долларов, ну буквально. Вот, вот этим занималась Монако, акцизом. Ну и продолжает. У них вот до сих пор, кстати, на прошлой еще неделе функционировал офис, там, когда о них написали, что, как бы, слышите, может, прикройте офис. Они там съехали на несколько дней, и вот буквально на прошлой неделе все равно открыли, восстановили, он находится в Парусе. Вот. И, значит, а всем остальным занималась вот эти бандиты Гетманцева. Сокур Евгений, который стал обратно его помощником. Его студент, потом помощник народного депутата, он потом юрист у Гетманцева, потом помощник народного депутата, а потом зам главы налоговой Украины. 90-го года рождения парень, там или еще младше. Чтобы просто было понятно, карьерный рост. Студент, юрист в компании, помощник народного депутата, зам главы налоговой Украины. Курирующий, кстати говоря, акциз. Курирующий акциз. Я, кстати, переживаю очень сильно за его здоровье, потому что он подписывал все документы, вот эти все Монако. То есть для Монако, грубо говоря, для Монако, для этой группировки,
Гетманцев был администратором, по большому счету. Вот. Он просто администрировал, чтобы в налоговой все правильно работало. Да? Ну и вот пацаны работали, зарабатывали, вот я говорю, по моим скромным оценкам, 300 000 пацаны из спецслужбы говорят. Это в год или вообще? За вот эти вот пару лет. Мгм. За вот эти вот пару лет. Говорят, что больше гораздо, больше там 400 миллионов. Я просто к чему веду. Вот у нас, ты обращаешь внимание, да, что Белый дом нам выдает помощи на там пакеты там, по 300, по 400 250, 300. 300 миллионов долларов. Вот возьмите Гетманцева, например, и вот месячный пакет помощи от Белого дома. Вот это цена работы, например, Данила Александровича. Да, чтобы вы просто понимали. То есть люди воруют таким количеством денег, которые Белый дом выдает нам на месяц военной помощи на все государство. Это один человек. Это мы не говорим сейчас про Арахамию. Вот. А Арахамия, у него была Татьяна Кириенко, собственно, про которую я говорю, они там какие-то друзья, я не знаю, что там может быть общего, конечно же, но тем не менее, да. Вот. Когда все связано. Вы сейчас с ума сойдете. Кстати, извините, дайте мне еще пару минут для старта. Вы сейчас просто с ума сойдете. Значит, смотри. Когда вообще формировался, если вы помните, вот до войны, вот эти вот времена, формировался КРАИЛ, комиссия по регулированию азартных игр. Яку зараз ліквідували. Которую ликвидировали, да, мы к этому тоже придем. КРАИЛ. Занимался этим же вопросом, вот этим КРАИЛом был Борис Баум, если вы помните. И там был в том числе Давид Арахамия. Вот, он занимался всей игоркой. От Давида Арахамии по его квоте в этот КРАИЛ, там их 5 или 6 человек в этой комиссии, да, которая решает, кому выдать лицензию на онлайн-казино, у кого забрать и так далее, и так далее. Вот, вся коррупция там была вот это сосредоточена. Создали эту структуру, кстати, при Зеленском. Вот, я же говорю, сначала отвечал за это Баум и Давид Арахамия. Вот по его квоте там сидела Кириенко в этот КРАИЛ. Когда Арахамию начали двигать из игорки, туда заходили уже другие люди, да, вот потом Пинап появился, про который мы, может, там успеем поговорить, это Артем Шило, вот эта вся тусовка, да, СБУшники, вот, его отодвинули, и тогда он вот эту Татьяну Кириенко перевел в налоговую, и она стала потом исполняющей обязанности главы налоговой, да, то есть все это время, 3 года, с 22 года, до вот сейчас этого момента налоговую контролировал Давид Арахамия и Данил Гетманцев, и там было 2 структуры. Мусора Монако, да, с политической крышей Арахамии и Игоря Абрамовича, где был администратором, да, этот самый Данил Гетманцев, и, собственно, Данил Гетманцев, который со своими ОПГ, просто налоговиками, которые занимались там аудитом, вот этими всеми возмещением НДС, блокировки налоговых накладных, да, вот это вот все. Вот этим всем отвечал Гетманцев. Так, а что Вот так. Вот, ну вот у людей так это по все было хорошо. И вдруг что избедило, что начали вот бурло быстро зачищать? Ну, Трамп начал приходить. Ну, короче, какая я скажу так, смотри, какая взаимосвязь? ты хочешь понятийно, вот как есть, вот вообще всю правду матку ты хочешь. Я хочу понять, вот были столпы, вот, о которых разбивались волны всего бизнес-возмущения. В 22 году, в 23 году, как бы, остановите объясню, в чем налоговые дело. накладные, все остальное. Похер было все, как Да. бы там, да, вот. Я объясню, в чем дело. Смотри, я рассказываю, как есть вообще, друзья, просто пристегнитесь. Рассказываю, как есть. Я вот как-то у тебя пару месяцев назад сказал, что я считаю, что у меня есть право так говорить, потому что я с Данилом знаком лет 15. То есть, это ни для кого не секрет, мы нормально общались-то. Все было нормально, пока я считаю, что он сошел с ума. Я тебе говорил как-то в эфире, что я считаю, то есть я думаю, что они в натуре сошли с ума. По-простому ёбнулись. Я искренне так думаю. От этого количества денег и вот этой вот, знаешь, как-то, извините, вот невъебучести своей. То есть, что их ничего не берет. Называется головокружение от успехов по-старому. Спасибо, Юрий Григорьевич, корректно сказал. То есть, я думаю, что в этом проблема. Смотри, они перестали замечать вообще все. Перестали просто замечать все. Я знаю людей, которые приходили и говорили, что смотрите, это белое предприятие. Но мы знаем, что бывают разные, серые, получерные, черные, разные бывают. Вот это белое, вот оно белое, белее белого. Там, зачем вы блочите накладные? А всех же блочить накладные, это что имеется в виду? Они же всех 1,5% навешивали налог. То есть ты платишь с оборота 1,5%, либо там с этой операции, да, и тебе разблочивают ее.
То есть это просто черный кэш, сбор черного кэша. И блочили все подряд про вот эти вот налоговые накладные. Вот. И вот я знаю, что к нему приходили и говорили, что слушай, ну там ладно, давай там 1,5, там где серое, там, или мы понимаем, что там не все так гладко, и мы готовы нести дополнительную нагрузку, в карман, но чтобы предприятие продолжало работать, да, по-серому, скажем так. Нет, типа, и они начали говорить, вот, допустим, да, Данил там говорит, что я не влияю на налоговую, вы же должны понять, но я не влияю на нее. Ему говорю, слышишь, парень, может притормози, что значит, у тебя все студенты руководят этим процессом, твои студенты. Вот у него, чтобы просто было понятно, как работала налоговая, вы просто вообще вкурите. Значит, вообще исполнительная власть, налоговая, это центральный орган исполнительной власти. А народный депутат, это народный депутат, даже глава комитета. Он имеет функции, надзирательные. Не надзирательные, контрольные. простите, контрольные. Как любой народный депутат имеет контрольные функции. Да? Голова комитета НБ. Запрос там отправить, заслухать на заседание. там, вызвать там какой-то парламентский контроль. Да? Но они же не имеют никакого отношения к оперативному управлению. Не тільки не мають, він не має права не туди имеет права. втручатися. Это вообще нарушение. Это нарушение Конституции. Это уголовное преступление. Розподіл гілок влади. Так я тебе говорю, что Законодавча влада не вмішується в виконавчу. они, значит, проводили совещание налоговое, государственной налоговой службы в кабинете у Гетманцева. Понимаешь? Причем, что проводилось там 5-6 человек, приходило к нему, он раздавал задачу, и они шли их просто выполнять. Вот Рыженкова, которая резидент РФ, про которую вот это, да, сотрудник ФСБ стопроцентный, глубоко убежден Это в прошлый этом, эфир, да? который был по Так. у которой квартира в Керчи. Да, она вообще, она даже не ставила в известность главу службы о том, что она ходит к Гетманцеву, получает какие-то указания, то, что она делает. Вообще, то есть она получала напрямую в кабинете у Гетманцева указания, что ей делать, и не ставила вообще своего руководства вообще, ни во что, скажем так. Понимаешь? Так вот. И вот эта вот безнаказанность, это я сейчас тебе рассказываю, уровень вот этой вот безнаказанности, да, который. И потом вот эти вот миллионы долларов. Миллионы долларов. Это каждый день. Юра, это сумасшедший дом, люди добрые. Сумасшедший дом. Вот. А потом, значит, и вот они начали очень многих людей отворачивать от себя. От вот этой вот хамской, абсолютно недалековидной, какой-то недалекоглядной, абсолютно циничной, абсолютно подлой. Просто вести себя как... Не бачили берегів, як Да, то кажуть. просто перешагнули все красные линии. Вот. И в какой-то момент они перешагнули те красные линии. Вот стартовой точкой, скорее всего, стала, это я к Соединенным Штатам перехожу, да? Стартовая точкой стало то, что произошло в Хмельницкой области. Вот, потому что в Хмельницкой области там так получилось, что там и Ирина Зленко возглавляла эту область, а она 25 лет топ-менеджер налоговой, то есть еще суперспециалист, скажем так, понимающий этот самый. И они почему-то придумали, они что сделали? Была когда-то фабрика «Желтые воды», если кто знает, кто помнит, кто не знает, по нелегальным сигаретам. Чучуново. Это легендарная хуйня. Это вообще легендарнейшая. Вот она десятилетиями, чтобы вы просто понимали, смотри, в Украине, люди, я вам сейчас расскажу, у нас сегодня задержится, простите, но это так интересно, это просто, послушай, я сейчас тебе расскажу. Значит, раньше ее крышевали, она переходила, значит, это она принадлежала Донецким. Это я сейчас говорю еще там те времена. Юрий До Григорьевич, 14 року. Юрий Григорьевич хорошо знает, потому что он был генеральным прокурором. Ні, тоді я не був генеральним Я, прокурором. я просто хочу сказать, что эфир проходит под эгидой ФБР и ЦРУ. Я сейчас расскажу. Поэтому как бы вот все, что здесь это исключительно для сотрудников этих святых организаций. Я у себя там в Фейсбуке, кстати, отмечал. Так вот, ФБР и все остальное. Я сейчас расскажу. Значит, смотри, это удивительная история. Значит, фабрика в Желтых водах. Значит, смотри. Сейчас еще один момент я повторю, что я же, опять же, это предмет моего исследования, спецслужбы, правоохранительные органы, справедливость. Я же 15 лет за этим, впрямую работаю. Значит, Украина один из генераторов вообще нелегальных сигарет вообще во всем мире. Вот Украина одна из точек, которая на всей планете Земля генерирует нелегальные сигареты, чтобы просто было понятно, понял? Как это происходит? Вот мы это все делаем здесь, производим, потом это все едет в Великобританию, а из Великобритании, из портов по всему миру. Значит, Британия
Украины, что она только не делала, сколько она сюда не ездила, что не, и просила, пожалуйста, наведите порядок, потому что все это едет в Британию, из Британии, понял? И они там с этим борются, а здесь они ничего сделать не могут. Вот. Я как-то писал о том, как Зеленский кричал на Баканова, потому что Баканов, они срезали эту желтую водолинию, да, они Зеленскому докладывали, что все сделали, а на самом деле она продолжала шарашить, потом типа спецслужбы Британии приходят в офис президента, тот говорит, да все сделано, там это самое, они ему показывают, что он шарашит, короче. Вот, еще, там с Бакановым был конфликт по этому поводу. Ну, в общем, она принадлежала, эта линия, Донецким. Вот. Потом, когда началась была оккупация, да, этих регионов, она переехала в Днепропетровскую область. В Днепропетровской области она была под крылом некоторых военных, народных депутатов, хорошо известных, вот, которые ее, значит, крышевали. Я знаю историю, Юра. Ну, ее, как бы, в узких кругах она хорошо известна. Значит, как сотрудники налоговой милиции еще в конце, ну, вот где-то 18-й год, может быть, я могу ошибаться, 17-й, 18-й, там, вот на рубежах вот этих вот. Значит, налоговая милиция приехала, значит, изъяла несколько фур этих самых изготовленных сигарет, понял, вот этих вот паленых. Контрафактных. Везла их в Киев или в Днепр, я не помню, в какой цену. Значит, их доехал добровольческий батальон, который возглавлялся народным депутатом. Остановили эти фуры, под автоматы разоружили налоговую милицию и забрали эти фуры, увезли. Охренеть. Это я не шучу, это реально, это не где-то там, это вот 18-й, мне кажется, год. Это батальон, который возглавлял народный депутат. Отобрали и увезли обратно эти фуры, чтобы просто было понятно. Вот. И значит, потом эту линию, значит, вот, и она, значит, смотри, власть меняется, и эта линия, она переходит как вот это вот знамя, знаешь, типа, переходной, потому что она генерирует, ну вы не понимаете, смотри, вот сколько там стоит, там, я не знаю, пачка этих сигарет контрафактных, я не знаю, 50 гривен, сейчас 60, ну, не знаю, на сегодняшний день, да, вот, чтобы ты понимал, цена сигареты, пару гривен. Этот табак едет из Южной Азии, контрабандно попадает в Украину, из Южной Азии еще раз выращивается, собирается, сушится, ну вот все это цикл, везется в Украину, нелегально попадает на рынок, здесь изготавливается, и цена этой сигареты несколько там центов, чтобы ты просто понимал. Mm-hmm. И потом это все, вот представь себе, вот несколько центов эта сигарета, пачка, потом это там 50 гривен в этом самом, а там это там 15 евро за границей. Вот этого, представляешь, несколько центов и 15 евро. Представляешь, какой вообще навар самое. И фурами, кораблями оно туда идет. Потому что это, ну, в общем, это миллиарды долларов. Вот. Так вот. И, значит, что они придумали? Когда Монако стали это самое, взяли это все под контроль уже при Арахаме, Гетманцеве и вот этой вот новой власти, они придумали, что они наложили арест, срезали эту линию, вот это при Баканове. Она у них стояла арестованная, вот я рассказал эту историю с бритами, как бриты в офис президента, там, ну, Зеленский с ума сходил. Значит, потом ситуация изменилась, началась война, и они решили отдать эту линию, часть этой линии, одну часть они в один регион поставили, а вторую на ответственное хранение на территорию к чуваку, который занимается нелегальным производством. На ответ хранения поставили эту линию в Хмельницкую область. Представляешь? Вот. Ну и пришли, значит, к начальнице Хмельницкой области налоговой и говорят, что, слышишь, мы тут, говорит, запускаем желтую воду, линию, ну, ты не должна ее видеть. Она виртуальна. Да. Зеленко говорит, что, слышите, пацаны, вы шо? Ну, просто надо понять, Зеленко 25 лет в службе, и это, ну, не, как бы, это не вчерашние люди, да? Говорят, что, слышишь, вы шо? Ну, типа, со мной, мне это не нужна ситуация здесь, как бы, нет. Ну, тогда у тебя будут проблемы. Вот. И они ее, и реально, они рейдернули Хмельницкую область, в Киеве подделывали документы, значит, и захватывали областное управление, главное управление налоговой службы в Хмельницкой области, реально захватывали, подделывали документы, ставили туда людей, друзей Сокура.
Сокур лично приезжал туда, их продавливал, вносил поддельные приказы, вносили в систему. По итогу сейчас они проиграли все суды и как бы, ну, все задокументировано, все эти преступления, потому что это по факту преступления. Но все это делалось для того, чтобы запустить вот эту вот линию. Вот. Ну, а потом так оказалось, что Зленко оказалась в Вашингтоне в Конгрессе ФБР. И дала показания. Да. Ну, там я не- розказала, як там все відбувається. Вот. И, собственно, после этого, как бы это очень короткое, почему это все коснулось Соединенных Штатов. И потом оказалось в какой-то момент, а их долго предупреждали, и Гетманцева, и это самое. Но я тебе говорю, они просто невменяемые. Вот я говорю это ответственно, потому что я Данила знаю очень много лет. Да, я считаю, что они, как я сказал, уже просто ебнулись. Вот. И они они не видели вообще ничего. То есть они пересекали столько красных линий, вообще, понял, человеческих, понятийных, мужских, законы, про законы, конституцию, государство, вообще там речь как бы не идет, уголовного кодекса, там вообще об этом речь не идет, да. Вот. И они просто наткнулись уже, ну, в тот забор, в который они, вот этой точке, к которой они просто приехали. Просто оказалось так, что человек, который это все задокументировал, все это сделал, а потом оказался просто ФБР. Вот. И они же ходили, кричали, знаешь, ха-ха, смеялись. Вот просто надо понять, что такое вот Татьяна Кириенко. Помнишь, я рассказывал, что она мебель? Она же вообще, ну как бы, ну, там же, понимаешь, такой некомпетентности в налоговой, как вот эти было 3 года, не было никогда. То есть, поскольку Данил это все сидел, это самое, в комитете финансовом руководил в ручном режиме, понимаешь, то посадили в центральный орган исполнительной власти абсолютно некомпетентных максимально, ну медицински недалеких людей. Ну, Знаєш, да. на А грані для того, щоб вообще. проблем не було, ВО. Тобто не призначаючи на посади ВО. Вот. А те там сидели, как бы, знаешь, ну, ха-ха-хи-хи, 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 ну, линия, ну, Караван сигаретки. йде, гроші капають, і ми Да, нікого не там же ж боїмося. надо понять, сколько приносит. То есть там, допустим, вот той же этой Кириенко, которая контролировала, скажем так, ей отдали аудит, скажем так, да, вот один ей департамент, то есть там почти 25 департаментов этой налоговой, ей дали один аудит, и этот один аудит приносил ей там 300-400 тысяч долларов в месяц, просто свозился с нескольких областей. Я у себя в публикациях рассказываю, кто возил, как возил, откуда возил. Я целую схему нарисовал, как эти деньги как бы возились в Киев. Вот. И они ха-ха, хихи. Ну, представляешь себе вообще, тебе 3 года, ты ничего не делаешь, а тебе просто по $500 000 постоянно привозят, ты ничего для этого вообще не делаешь. Понимаешь, это с одного департамента. Просто сидишь на месте. Да, просто вот сидишь, и, І тебе не, просто... не заважаєш, Да, скажімо так. да, ничего не делаешь. И вот тебе приносят. И они просто, понял, в какой-то момент, то есть поймите, я искренне говорю, я думаю, что они ебнулись. Ну, и вот это все, то есть они потеряли вот эти вот берега. А потом... Безкарність, як у всіх наших державних органах зараз. Абсолютно безкарність, тому порушуємо все, що хочеш. Всі закони наплювать, Конституцію наплювать, правоохоронні органи, що є, що нема. Заробляємо гроші. Я сейчас расскажу последний пример, чтобы и Юрий Григорьевич дам, он перейдет к своим темам. Смотри, просто надо понять, что вот Рыженкова это стало тоже квинтэссенция это все. Представь себе, я публикую, да, российские документы, прописки, кучу имущества, справки спецслужб о том, что возглавляет вертикальную коррупцию, то, что на Медведчуку, Фирташу помогают от санкций, избегать санкций. Она, значит, строит дома на оккупированной территории во время войны, получает в России землю бесплатно во время войны, отвечает за гостайну, вообще контролирует всю гостайну, да, будучи, по большому счету, понятно, что сотрудником федеральной службы, но вы знаете хорошо эту историю, я тебе рассказывал. Они проводят, я это все публикую, они проводят совещания Кириенко, Адамчук, ее шестерка, которая кэш водила, Кристина, она возглавляла этот самый департамент аудита, Чабан, Катерина, глава юридического департамента. То есть вы вообще поймите, что это центральный орган исполнительной власти. Директора это, по сути, ну, борд, скажем так, управляющий. Угу. Глава юридической службы, глава аудита, заместители руководителя центрального органа, руководитель. Вот они собираются, и она говорит, что будем делать. На это самое, глава юридического департамента говорит, ну даже если допустить, что все это правда,
Они же все равно ничего не смогут доказать, поэтому ничего страшного, не паримся, работаем, сидим. На цьому пов'язана впевненість всієї Охереть. системи діючої Я влади. не шучу сейчас. Это, слышишь, у вас сидит высокопоставленный офицер, агентурный сотрудник ФСБ, контролирует гостайну, контролирует всю гостайну, весь импорт, весь экспорт. Ну, всю гостайну в податковій. В податковый, да. Ну, департамент... Не всю повністю. Ну, финразведка. Ну, финразведка. Слушай, все счета карточные, банки, твои вот там это самые иностранные. Все, что приходит в страну, весь импорт, весь экспорт, всех контрагентов, вообще все, что существует, все, что связано. Финансовая помощь Запада. Ну, в минулому році у нас же був зв'язок з Європою і передали всі рахунки громадян, які відкриті за кордоном в європейських банках. Мгм. От тепер представте, якщо ці дані передать в ФСБ, як агентура може там гарно попрацювати, щоб всі ці люди, які повідкривали рахунки, не дуже законно, скажімо так, стануть зараз агентами проти України. Так я больше тебе рассказываю. И вот, смотри, и вот она сидит, и они проводят совещание реальное о том, что, типа, ничего страшного, все равно, типа, сидим, ничего нам не будет за это. Ты вообще представляешь, вы просто представьте себе уровень, к которому мы вообще приехали. Ну, это депо просто. Ну, представляешь себе вообще? Саме смішне, що це в більшості органів державної влади. Прикидываешь? И, значит, вот сейчас, ну и вот, это, то есть, такая финальная, типа, штука, знаешь, вот оно все скапливалось, то есть, там Зеленко находится в Вашингтоне, там уже ходит сам, а потом Трамп находится, потом начинается о том, что собираются какие-то документы, что вот этот аудит вот этого дела, знаешь, вот это все. А эти здесь сидят, ха-ха, хихи, там кто-то фоточку там заопубликовал, да, это все блеф, да, нам ничего не будет. Эти сидят там по регионам, да, на Соку, ты знаешь, что за Сок, да, Гетьманцев, да он непотопляемый, да что, да нам похуй вообще, все, мы делаем, что мы хотим. И это на полном серьезе. То есть это превратилось в такую грязищу. Ну, 2 роки назад глава держави заявив, що високопосадової корупції в країні нема. То есть, понял, это, Тобто їм дали карт-бланш, робіть, що хочете. Вони і робили. оно превратилось в такую грязь, в которую даже сложно вообще поверить, что такое может быть. Это не то, что там какие-то деловые люди, это просто вот подростковая какая-то, инфантильная. Вот люди там 9 классов образования, которые даже не могут там сложить какие-то, понимаешь? То есть раньше, чтобы какой-то скандал, чтобы кто-то где-то, но ни в коем случае. А эти настолько просто охренели. Вот. Ну а потом начали приходить с Вашингтона звонки. В другой пример, я же рассказал, Арахами подарили зеленую Ламборджини. Пацаны скинулись, что у Давида день рождения. Что будем подарим, что мы подарим? Подарим этот самый. Давайте, а что он любит машины? Давайте подарим ему Ламборджини. Точно, зеленую. Зеленая же слуга народа, это ж по приколу. Подарим зеленую Народный автомобиль, Volkswagen. Купили ему Ну, не это совсем. самое. Ну, давайте так. Ну, это- народ просто другой, и поэтому автомобиль народный, но народ другой. Это самое, скажем корректно, что это мои догадки, да, но мы все это самое, вот, ну там все указывает на Давида, скажем так. Ну, короче, не хочу говорить. Ну, ви про це з цього приводу розслідування Да, у проводили, меня целое есть расследование публікували. по этому поводу, оно Як опубликовано. завезли на тиждень і вивезли за кордон. І... Привезли Ламборджини сам, 22 года Хуракан, 500 000 евро, завезли, поставили номера и вывезли. Мгм. Понимаешь? То есть, ты вообще представляешь себе, там золотой батон дарили, да, а здесь просто зеленый Ламборджини. Понимаешь? То есть они просто Причому сошли там с ума. перші особі дарили, а тут не зовсім перші. Зеленый, блядь. Понимаешь? То есть я этим хочу подчеркнуть. Понимаешь, зеленый Ламборджини. То есть я хочу этим подчеркнуть, что вообще в головах у этих людей. И их дальше никто не останавливал. Вот. А потом, насколько мне известно, в офис президента вот относительно недавно начали поступать там звонки по поводу того, что а что там какие-то показания даются. А кто такие там Гетьманцев, там Арахами, там, вот Гетьманцев, Монако, там Соукур, Кириенко, тут такие, что это такое? Вот. И там уже зашевелились. Ну, то есть, на самом деле, многим людям дошло, что там все очень плохо. Вот. Но я так скажу, забегая наперед, что там еще плохо ничего не началось, потому что действительно скоро будет, когда начнут вскрываться многие вещи. Потому что там эта работа, насколько я знаю, она ведется уже давно достаточно.
На Западе, в смысле, что в Штатах, Штатах. вот это все фиксировали. Да. То есть там идет... Якщо у нас правоохоронна система не працює, то люди, які дають в Україну гроші, повинні розуміти, а що відбувається. Тому що коли заявляють, що гроші, які надають на допомогу, не крадуть, виникають питання, куди ж дівають свої гроші? Для чого давати більше заходу, якщо тут розворовується, що є свої? Мгм. Тому цікавий підхід, треба перевірити. Безумовно, вони контролювали і перевіряли. То есть заблуждение у наших так называемой элиты, у них было заблуждение, что они думали, что типа если мы не тырим Вони безкарні в усьому світі. ті. что если мы не тырим бабки западные, но тырим свои, то это ж типа мы свою тырим, как бы, какой вы... Но логика Запада такая, что, ребят, то вы же просите помощь все больше и больше, следовательно, если вы натырили у себя на 20 там условных миллиардов и просите на 20 миллиардов больше, то это все равно, что вы тырите как бы у нас У деньги. нас Поэтому- 100%. Ну это же, понимаешь, смотри, тоже было сделано этот самый Национальное агентство державной службы. Вот недавно я тоже публиковал, выпустили отчет. Национальное агентство державной службы проверяло планово эту налоговую службу. Отчет 96 листов нарушений за последний вот год, которое было зафиксировано, на 96 листов нарушений госслужбы вообще. Ты вообще прикинешь, что там отчет у меня есть, он мне выдан, я запросил его, у меня он есть. Вот такая вот такой отчет о нарушениях госслужбы вообще в нации. Потом я опубликовал вот это вот там под ярд компенсации. То есть представляешь себе, люди сидят, дарят друг другу Lamborghini, миллиарды долларов воруют, просто миллиарды долларов. Госслужбу, бюджет ДПС ущерб наносять на під мільярд гривень. Ні, ну тут треба пригадати, що ще до широкомасштабного вторгнення нам казали, що податкова приносить збитки на 300 мільярдів гривень, і що зараз все зробиться і все повернеться. Повернулося, воно десь є у нас. Да. То есть Всі знають, що воно повинно бути, і ніхто нічого не робить. Теперь смотри, давай, я хочу... Я Нет, просто... теперь к Юрию Григорьевичу. А що, Юрій Григорьович? Я просто хотел понять, вот давай зафиксируем. То есть вот из-за вот этого, из этого наезда со Штатов их начали смещать. Вот в налоговой сегодня это пришел какой-то новый начальник. Руслан там, да, Кравченко. вот. И, соответственно, он что, убрал вот этих всех людей, которые гетьманцевы были? Он Смотри, их убрал там была или история что в офисе, произошло? я тебе расскажу. В офисе была ситуация следующая. В офисе давно говорили о том, что Арахамия поднадоел. Корректно скажем так. Ну, потому что оно уже не, ну, понял, оно не... Вийшов за всі можливі межі, Да, скажімо то так. есть оно уже очень, не то что неприлично, оно не то что бросается в глаза, это просто грязь. Да? Вот. На что Арахамия как бы говорил, что смотрите, если вы у меня заберете налоговую, я не смогу обеспечивать голосование в Раде. Мгм. Не смогу собирать голоса. То есть такой шантаж. Да. И он какое-то время, то есть смотри, там замена налоговой на самом деле она шла достаточно давно. Извини, а я так понимаю, что из этого бабла, которое вот они таким образом собирали, часть бабла шла на то, чтобы депутатов... Ну так говорят. Ага. Ну так говорят, да. Ну да. Я не знаю. Ну, кстати, конверты сейчас раздают, я знаю, мне рассказывали. Мгм. Да, то есть, ну, наверное, может быть. Раньше там, я знаю, что с большой стройки, там вроде говорили, да. Вот, потом, ну, оттуда. В том числе, может С быть. Минэнерго говорят тоже. Да. Вот. Поэтому, как бы, да. И он говорил, что позиция, что я тогда не смогу обеспечивать голосование. Вот. Смотри, ну, там замена налоговой, она планировалась уже, там, я не знаю, еще с прошлого года, да, но вот оно все не получалось, а потом летом было, поздней весной летом был заход такой, и ничего не получилось, вот, а когда уже вот сейчас всплыло все, что происходит в Соединенных Штатах, и вообще начала всплывать вся вот эта вот ситуация, и то, что там кто-то ходит, уже какие-то показания дает. А там, потому что я... Що Сполучені Штати зацікавились цим питанням, Да, в да. першу чергу. А у них же ж там есть вопрос в Сенате, есть вопрос в Конгрессе, есть рама с вами с Илоном Маском, есть там... Понимаешь, там же ж есть, понимаешь, в чем проблема? Там есть мотив. Там есть мотив. И там есть, смотри, там есть мотив внутриполитический их, ну, в Соединенных Штатах между двумя Чтобы найти партиями. взаимосвязь, были к этому демократы причастны или нет. Да, абсолютно правильно. То есть там есть взаимоотношения свои. А есть, например, взаимоотношения, что еще страшнее, да? Есть взаимоотношения личные. Ну вот все помнят, например, были такие конгрессмены, которых очень обижали в Украине, например.
Там, я знаю, какие-то вроде женщины приезжали. Спарц. Ну, например, там, да. Которые могут занять должности определенные, понимаешь? То есть там еще есть личные мотивации у ряда людей. Рич копитом. Ну, за Да, останні понятно. 6 років багато чого наробили. І Понимаешь? дійсно там є люди, які И там есть, Які пам'ятають, есть хто що і як робив. институциональное, внутрипартийное, личное. Надо, кстати, не забыть, вот, например, я не знаю, вот ну, я не знаю, ну, это я так рассказываю, да, вот у Спарс же есть друзья в Украине, условно говоря. Эти друзья в Украине находятся тоже под гнетом каких-то людей, например. Да, имеют тоже проблемы с украинской властью, там взаимонепонимание, да? Понимаешь? То есть тут есть очень много еще личных вещей и личных игроков, которые заинтересованы. Потом, опять же, та же, условно говоря, Зеленка, которую Гетманцев просто вытирал, ну просто грязище, понимаешь? Ну, так как с ней поступили, кстати говоря, с Зеленко тоже. Слышишь, она приезжает перед войной туда, в Хмельницкую область, начинается война, а у нее один зам. Или два там зам, не помню, один. И начинается война, она говорит, что ты не смей ничего делать, говорит, потому что сейчас наши придут. Если ты будешь помогать, говорит, Украине, будешь висеть вот здесь со своими детьми на столбах. Та ти що? Да. ви що думаєте, Руковод- мало таких було в руководитель державних органах? Налоговой области, говорит. Прикидываешь? Вот. И потом она по ходу сбегает. Потом эти люди из Киева едут туда, это же Хмельницкий. Все едут из Киева, бегут со своими лахами, понимаешь, какими лахами, да, в багажниках, с сумками набитыми, да. Куда они бегут все? В Западную область. А в Западной области куда они бегут? Ну, там, к своим каким-то подчиненным чиновникам, ну, например, в налоговую. Ну, генеральна була в Хмельницькій, виїхала на початок війни. Так, потім далі поїхали у Львов. То есть, НАБУ було у Львові, ну вони всі был на виїхали. пересылках, понятно, что с кэшем, понятно, что со всеми делами, да. А ты думаешь, что руководители вот этих вот служб, к которым ехали, они чем занимались? Организацией, как бы, вот это вот, там, убежище, там еще там что-то, понимаешь? И вот это вот все проходит, а потом через год тебе, ну, от тебя начинают вытирать ноги. Как ты считаешь, это обидно или нет? No. То есть было, понял, это такая сублимация, это такой вот, как это сказать, коктейль вообще проблем на самом деле. Я не знаю, как его распутывать в том плане, что... А эти никто не замечал, ни Гетман, им всем было вот море по колено, как бы, понял? И когда оно уже завязалось, вот, ну, в офисе, да, приняли волевое решение, что все, надо срочно сворачивать лавочку, потому что, ну, уже все. Закінчиться дуже погано. Да, и вот как раз налоговая это одна из квинтэссенций, которая, я думаю, прилетит. Многие еще этого недооценивают. Вот, но, насколько мне известно, там действительно по стороне налоговой, по стороне Гетманцева, Кириенко, Сокур, Гречаная, Тамских, Чабан, Адамчук, Бугасов, Калиниченко. Это самая Якушка. Слышишь, Якушка. Сейчас ее назначили первой исполняющей обязанности, вот сейчас в Киеве налоговой. Ну, 10 лет контролирует аудит в городе Киеве. Чтобы просто было понятно, аудит в городе Киеве, вообще налоговая в Киеве это 30% всех потоков в стране налоговых. Это миллиарды долларов, да. Вот Инна Якушка контролирует в Киеве аудит 10 лет. Долларовый мультимиллионер. Не шучу. Можу підтвердити, тому що був прокурором району в місті Києві, я дивився по цифрам. Будь-який район міста Києва дорівнював будь-якій області по фінансовим можливостям, Офігеть. проходженню коштів і так далі. Это миллиарды долларов. Ну, я не шучу. Вот Инна Якушка долларовый мультимиллионер. Вот ее сейчас назначили исполняющей обязанности, да. Значит, пожалуйста, вот Калиниченко сидит сейчас по этой самой, по цифровой трансформации в ДПС Украины. Разворовываются деньги европейской помощи. Вот я тебе утверждаю, европейская помощь разворовывается службами Натальи Калиниченко, за которую она отвечает. Деньги Европейской комиссии. Вот она сидит, ее до сих пор не увольняют, кстати говоря. Ну, я знаю, по каким причинам ее не увольняют, что типа там мы не можем. Плюс ее поддерживает Минцифры, вице-премьер, Федоров. которому есть вопросов много. У кого?
У всех. Ну, повинні бути, тому що останній випадок, коли лягли всі реєстри і 2 тижні не працювали. Это Це мінімум. Ну, Малюська й не тільки. Він співпрацював з Мінцифрою. А якщо розібратися з цими шпінапами і так далі, з Шпінап проходженням розказує. через дію і всього іншого, там дуже багато питань. Рассказываю, слышишь? Сейчас, секунду. Трамп принял присягу. Да, там что вступив в дію. Так что благодать, вот я просто почувствовал, такое тепло Да. пошло, потом включает, а смотрю, все, как раз вот уже стоит, улыбается, думаю, господи, ну вот оно пришло. Ну, Поэтому- тільки є одна проблемка. Він уже приймав колись присягу і вже в 16-му році чекали, що будуть розбиратися, що Ну тут як у нас. другое, вот вы, Да. вы что ли чувствуете, тут же другое. Вот. Маємо надію, що все-таки По этому, по Минцифре, смотри, вот тоже, ДИА, да? Вот я 2 года рассказываю о том, что в ДИА все финансовые транзакции проходят через российское онлайн-казино. Вот я выпустил большое расследование, вот ему 2 года было, да? Вот, все это шло. Российская финкомпания, которая имеет все признаки фиктивности, которая была зарегистрирована по этому самому, по Артема, я помню, как сечевых стрельцов, в офисе, представь себе, в ДИА, вот просто представьте себе, извините, что я повторяю, это просто надо вдуматься вообще. Мне кажется, что неподготовленный человек может просто, ну, тоже ебнуться, если это все всерьез воспринимать. Представь себе, в ДИА, национальном портале, всовывают финкомпанию, частную лавочку, которая контролирует United24, все эти президентские пожертвования, все донаты, все оплаты штрафов, все ЕСВ, вообще все, что связано с деньгами, И не только. и не только, через обеспечивается финкомпанией лавочкой. Никакого тендера не было. Ничего не проходило, просто она там оказалась сама по себе. Находится на сечевых стрельцов, где зарегистрировано еще 200 компаний в этом помещении, поэтому не по адресу, а в этом кабинете прямо, где 200 компаний зарегистрировано. Имеет все статусы риска, фиктивности, ни одного сотрудника там нету, ничего, просто пустое помещение. Я там был, я публиковал фотографии, ничего там нету, ну ничего вообще. Но при этом она монопольно контролирует все финансовые транзакции в национальном портале. Принадлежит эта компания чуваку Игорю Задько, я сейчас к этому перейду, да, который является этим номинальным владельцем российского онлайн-казино Пинап, которое имеет отношение к российскому правительству. Російське онлайн-казино. виникає тільки одне питання. ФСБ всю інформацію звідти получала чи не всю? Ну, конечно. Я думаю, Не, що не, у все. меня другой вопрос. Какую информацию ФСБ из нашего дырявого государства в принципе не получала? Це важко Ну, смотри, у відповісти. тебя с одной стороны сидит Рыженкова, финразведка налоговой, и национальный портал. Дия. Вот я сделал 2 расследования. Цифрова дырява держава. Понимаешь? Значит, смотри, я тебе рассказываю. Я вот опубликовал это расследование. И я вот хожу всем рассказываю, что вот туда, сюда, вот то. Думаешь, это кого-то интересовало вообще? І це під час бойових дій, 2 широкомасштабного года вторгнення. никого это вообще нахер было не нужно. Я не буду сейчас подробности рассказывать. У меня есть большая публикация, я постоянно об этом пишу. Но я просто к чему? Я хочу просто зачитать. И, понимаешь, я когда это прочитал, я чуть не охуел вообще. Внутри, знаешь, меня подавился прям, когда Я сейчас тебе прочитаю. Значит, они начали задерживать Пинап. Почали розслідування, вже затримували. Поставили, Женя Плинский публиковал много по Пинапу, Женя Плинский много Да. публиковал. Он писал о том, что досліджував полностью Пинап, связь с русскими, с Пуниным, вот это все. То есть там все разложено, показано, что это все принадлежит россиянам, да? А вот здесь это номинально фунты. Вот. И это же, получается, владелец этого номинальный фунт Пинапа, он же и, собственно, Дию контролирует, да? Женя раскладывал этот Пинап, условно, а я Дию раскладывал. И вот мы так и двигались. Ну, значит, а за Дию уж все ж молчат. Значит, там тоже Женя публиковал и справки СБУ, которые шли в Краил. СБУ говорила, что это все российская контора, как бы, да? Никто их не замечал, ничего, вообще ничего этого не было. Значит, а потом в какой-то момент, через 2 года, арестовывают, на Пинап санкции накладывают. Слышишь, 2 года вообще, где вы вообще были? Керівника Накладывают Країл санкции. арештовують. Директора Краил, главу Краил арестовывают за то, что он крышевал Пинап.
То есть 2 года как бы это все происходило, никто не видел. Он говорит, что заместителя Яхния арестовывают, Рудова, да, главу, и Яхния арестовывают. И арестовывают директора вот этого Пинапа. Фунта. Вот этого, да. Значит, с формулировкой. Ты сидишь? Вы тоже, да? Люди, господи, прошу, думаю, надеюсь, що ви сидите. Ти послухай. Працівники ДБР затримали члена комісії. Так. Значить, встановлено, що затриманий державний службовець категорії А. Не так, ладно, хер з ним. Смотри, працівники ДБР затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотереї за підозрою, Юра, у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалося відмиванням російських грошей. Значит, еще раз, а теперь сосредоточьтесь. Значит, там госизмена у нас есть, госизмена, 111. да, и отмывание российских денег, да, отмывание российских денег. Это понятно сейчас всем? Госизмена, отмывание российских денег. Значит, речь идет о крышевании ПИНАП, да, то есть ДБР говорит, что ПИНАП российская компания, онлайн-казино, через которое отмывались российские деньги. Это всем понятно? А ПИНАП контролирует что? Финкомпанию, которая контролирует все платежи в ДИИ. То есть вы говорите, что российская ПИНАП отмывала российские деньги. А вторая часть этой компании контролировала все платежи в ДИИ. Понимаешь? І про це писали, про це говорили, і ніхто не реагував. То есть я стесняюсь спросить, правильно ли я понимаю, что через ДИИ отмывались российские деньги? Ну так же ж получается, если ДБР говорит, что по отмыванию российских денег онлайн-казино, структура онлайн-казино контролировала все платежи в ДИИ. Это значит, что отмывались через ДИИ тоже российские деньги? Ну, на даний час Юрій це Григорович. важко сказати, бо розслідування ж не завершено, але воно дуже пізно розпочато, скажімо так. Понимаешь? Ну, то есть это А вот эту ДИИ у нас кто контролирует все эти работы? І розказують, що там все добре, все прекрасно. Федоров. Федоров. А насчет реєстру Мін'ї, Міністерства юстиції, ну воно ж теж зв'язано із і міністром інформатизації. І Дія. Це ж краща реформа була. У нас якось, коли країна в смартфоні, забули про одну річ, що принцип броні і снаряду діє. Тобто, якщо ми розробляємо програмне забезпечення, ми повинні забезпечити його захист. Ну, оскільки у нас іде війна з таким супротивником, як Росія, там, безумовно, розробляють способи прориву цього захисту, отримання всієї потрібної інформації і втручання в діяльність наших органів. Те, що відбулося зараз з Мін'юстом, показує, що у нас ніякого захисту нема. Хоча десь прочитав в інтернеті, що на захист Мін'юсті було витрачено 1,5 мільярда гривень. Это я писал. І куди воно ділося? Контролировал, кстати, этим занимался, короче, друг Малюськи. Этот центр, который защитой занимался это обеспечением, выделяли 1,5 миллиарда, а на этих деньгах сидел друг Малюськи, который отвечал за реєстри Мін'юста. Друг І як ви Малюськи. думаєте, зададуть питання цьому другу Малюськи по поводу, а як же ви забезпечили захист реєстрів, що їх так легко і швиденько взламали і такої шкоди не Ну, это нанесли? же по сути статья ему. Безумовно. Конечно, это понятно, да. Знову за освоєння грошей і надання неякісних послуг, які привели до тяжких наслідків. Кстати говоря. За сколько сколько за это полагается? Ну, це треба розібратися, яку статтю Так треба это же міняти. госизмена может быть. Тут може бути державна зрада, може бути просто розкрадання. Тобто, Особо в залежності круто, від того, як порозслідують і що встановлять. Ну, там десятка с конфискацией, ну ты что, это 1,5 миллиарда, это сколько? 20-25 миллионов долларов, и там еще 15. Це якщо чисте розкрадання. Да. Якщо Ну, це зроблено якщо на чисте користь розкрадання. Російської А Федерації, если с госизбелой, то там и за 12, и 15 может, да? і пожиттєво. И пожитие, может быть, да. Ну, я, кстати, по поводу Якушка. Слышишь, вот смотри, они сейчас назначили Якушка, кстати, тот вопрос Руслану Кравченко я сегодня написал. Смотри, они назначили Инну Якушка, про которую, да, глава. Я 2 недели назад показал с кодами компаний, с налоговыми номерами компаний, показал, как они на одной теме только, на одной теме, украли 2 миллиарда гривен, это 50 миллионов долларов. Я показал, куда переводились деньги, как переводились, какие цепочки были задействованы, откуда они брались. Я у себя в телеграм-канале все опубликовал. Свободный, подписывайтесь. Да. Все опубликовал, где участвовала Якушка,
где участвовали все подручные Гетманцева, да, опубликовал подробно. Просто сейчас берете, вносите это все в единый реестр досудебных расследований, берете ухвал, идете арестовываете. Я всю работу эту сделал, все показал. Вместо наручников ее сейчас сделали заместитель, исполняющий обязанности главы службы. Она была заместителем. 50 миллионов долларов на одной операции. Юра, 50 миллионов долларов на одной операции. Я напомню, что Белый дом нам выдает по 250-300 в месяц. На одной операции 50. Чтобы просто было понятно. Пожалуйста. Тут пишут еще, бронирование сотрудников тоже через Дію. Конечно. Ні, ну так абсолютно спецслужби Росії в такому випадку мають інформацію до всієї інформації, що є в дії. Я пишу, Юра, об этом 2 года. Смотри. Никого это вообще не беспокоит. Понимаешь, я пишу, что мне только там не писали. Да это все неправда, да это все не то. Пинап, смотри, Пинап тоже вот интересно. Вот представь себе, Пинап, я же знаю, все медиа в стране, которые существуют, вот слава богу, там ты есть, еще там кто-то там. Вот тоже, вот справедливости ради, только Мосичук, кстати, перепащивает все эти вещи. Угу. Смотри, ни одно вообще традиционное медиа, ну и Плинский писал, но он за Дию не писал, он писал за этот самый, просто за Пинап. Вот я, ты и вот там Мосичук. Так все телеграм-каналы распространяли и рекламу их, поэтому я задавался вопросом. Мне тоже приходили с предложением как бы подписаться под это, но я принципиально всегда отказываюсь. Я вообще против любых казино и рекламы казино. Я считаю, что это просто блядство. Ігровий бізнес у нас завжди був російським. І ті, хто його підтримали, просто допомагали Росії заробляти тут гроші. Я скажу просто из-за того, что в наших условиях, когда куча бойцов получили на руки деньги, которых никогда не видели, и эти деньги, которые из них вытягиваются таким способом, и мы на каждом шагу видим в телеграм-каналах, там везде рекламу, значит, этих онлайн-казино, и мы попадаем, какие люди туда прежде всего попадают, какие люди сюда прежде всего попадают, то мы понимаем, что из рук десятков, я не знаю, может быть даже сотен тысяч человек, которые воюют там, или в ЗСУ задействованы, просто вытягивается бабло и переводится русским там, или просто аферюга всем этим. И в этом участвуют все наши как бы вот эти вот Да. Вот я хедлайнеры, блядь. Нам розповідали, що ігровий бізнес буде приносити 4 мільярди в бюджет. Всього 4 миллиарда. Вот я хочу сказать. И осталось выяснить, эти миллиарды чего и в чей бюджет. Что Пинап купил в Украине все средства массовой информации. Никто об этом вообще не писал. Никто и никто не продал, и никто не пишет сейчас, продолжает никто не писать об этом. Ты представляешь себе вообще, как все плохо? Просто. Да, зато все как бы в едином порыве поддерживают аристократию, как бы молодую. Да. И рассказывают, как это, кто должен убирать и за що. Ні, мені теж дуже не подобається, як захищають Портнікова, тому що не треба розказувати, що він мав інше на увазі, і треба все прочитати. Якщо прочитати все, то, вибачте, це агент ФСБ, який просто розпалює ворожнечу в Україні. І на владу накручивает звичайный народ. Так слушай, Портников месяц назад опубликовал, кричит о том, что я не врач тем, кто борет. Если тебе не нравится коррупция в стране, чемодан, вокзал, Варшава. Я не врач тем людям, которых проблемы коррупции беспокоят больше, чем российские войска. Угу. Так коррупція напряму все пов'язано. На російські війська. Було б менше корупції, російські війська в 22 році не захопили б стільки. Коррупция, российские войска это часть одной системы вообще. Российской оккупационной системы. У тебя все реестры контролируются резидентами РФ. Все реестры, весь импорт, экспорт, вся помощь, донаты через Дию. Не цікаво. А если тебя это волнует, пожалуйста, уезжай. Прочь руки от Портликова. Ну, прикидываешь? Витя Шлинчак, и, значит, и все ребята, которые вот подписались под этим, это все на вас тоже как бы лежит напрямую. Потому что вы под этим подписываетесь, под эту ширму как бы. Они сейчас, значит, убрали оттуда единый простер, вот эту финкомпанию из Дии, убрали. И поставили туда Укргазбанк, заменили. И такое чувство, что ничего не было.
Нету никакого это самое. А что нету какой-то промо-компании? Государственный банк, Укргаз зашел в Дию. А что нету никакой компании? А? Ты представляешь себе вообще? Демократия. Демократия. Ні, да. це не демократія. Демократия, как говорит наш историк. А, кавичках. якщо в этом, що у нас висока демократія, в Ізраїлі який там рабовласницький строй, Да, бо да, там да, да, да. всі воюють, а у нас тільки... Это жесть. Ну, короче, но по поводу вот Трампа и все, что происходит, я хочу сказать, что ну, скоро, я думаю, будут очень много новостей, что касается налогового, Гетманцева, вот этих всех, вот Калиниченко, Бугасов, Кириенко, Адамчук, Чабан, вот это вот все, Тамских, вот эти вот все Сокуры, Горячаны, вот это все. Это будет скоро... Они же, понимаешь, они все продолжают думать. Что ничего не будет. Да, да, да. Но они тогда ошибались. Я их всех предупреждал. Ну, смотрите, вы, ну, понимаешь, вы... Но они просто сошли с ума, они слетели с катушек. Я писал же публично, что, ну, как бы, идите, сдавайтесь и давайте показания на Гетманцева. Вот, кто это самое, ну, ха-ха, хихи, там, что Сидоренко пишет. Уже всех разогнали из налоговой. Ну, представляешь себе? Але ще нікого не покарали. Тут питання у нас створений вже... Сокур, кстати, вернулся в помощники. Ну да, ви сказали. У нас вже 10 років діє НАБУ, яке повинно було розслідувати такі злочини і розбиратись з ними. І де результат? Да, где еще вся антикоррупционная органы? Аудіт проводиться НАБУ за 10 років, як вони гарно працювали. Хотілося б теж вже побачити хоч щось. Теж нічого нема. А мы да. приходим, я хочу перейти просто к этому самому, по поводу, я сегодня написал, у нас кусочек, кстати, всем, если можно, у нас есть подкаст с Юрием Григорьевичем в нашем приложении свободный, у нас есть там дело Севрука, я сегодня запостил кусочек по поводу обращения ветеранов Ну, це я... силовых служб к президенту Зеленскому. Это к Юрию Григорьевичу. Воно звертається ще чому? Ми піднімали цю тему в минулій зустрічі, що у нас бюджет збирається обмежити пенсії всім, хто має більше. Виступ був на ICTV міністра соцполітики, яка сказала, як це? Хтось отримає мінімальну пенсію, там 2300, а хтось отримає 30 тисяч. Так треба зробити, щоб всі мало отримали. Ну, можемо пригадати той анекдот, коли, а які лозунги у революціонерів? Щоб не було багатих, странно, у нас, щоб не було бідних. Мгм. Так і у нас, замість того, щоб піднімати рівень мінімальної пенсії і давати більше можливостей виживати людям, у нас вирішили зменшити більший рівень пенсії. Питань нема, у нас війна, військовий стан, да, це обґрунтовується. Але ж як так може відбуватися, що у Міністерства соціальної політики грошей на пенсії немає, і вони зменшують частину пенсій людям, яким вже 70-80 років, різні є обставини. Але в той же час той же міністр соцполітики отримував оклад в грудні 100 тисяч, а в січні 105. Як так може бути? Тобто на підвищення заробітних плат працівникам міністерства гроші є, збільшувати можна, а пенсіонерам треба різати, бо не вистачає. Так може навпаки зробити? А може, якщо ви хочете дійсно ввести обмеження зарплати, тобто пенсії на час військового стану, то й зарплати свої подивіться. Чому у нас наглядові ради отримують по 300 тисяч і при цьому в усіх цих державних підприємствах результати тільки Нулевые. збитки? Да. Ні, не нульові, збитки. да. Півмільярда, мільярд і так И далі. постоянно находят какую-то новую коррупционную дыру, там, в Сьогодні Укрзалізниці или еще да, где-то. ні, постійно. Кожний раз. Але люди сидять десятками, тобто роками в цих наглядових радах, отримують 300 тисяч в місяць Ничего не видят. за один робочий день, по суті, бо вони фактично раз в місяць там з'являються. І все перетворюється на збитки для держави. Ну, дуже гарна реформа корпоративного управління, дуже гарно Кабінет міністрів підбирає ці наглядові ради людей і дуже прекрасні результати. І ніхто на це не реагує. Збитки, збитки, збитки. Тобто замість наповнення бюджету – збитки. Зарплати собі збільшують. Зараз Мінфін періодично публікує ці таблички, як зарплата. Так раніше було такі керівники. І всі думали, що це міністр, там, заступник. Так почали далі. Так все одно 100 тисяч. У простих працівників цих міністерств зарплата та ж 100 тисяч. Так у вас грошей нема, ви ріжете пенсіонерам пенсії, а при цьому у вас все добре. Ваші зарплати зростають щомісяця або щоквартально, як Мінсоцполітики, в залежності від рівня інфляції. То
то все добре. Можна тоді Міністерству соцполітики виступати і розказувати. Але вони теж забули про одну цікаву річ. У нас є така дуже гарна стаття 382, яка поки що не працює. І там є частина 4. Невиконання рішення Конституційного суду. У нас уже неодноразово Конституційний суд, розглядаючи справи по різних органам, по військовим, по прокурорам, по суддям, писав, що не можна в законі про бюджет надавати право Кабінету міністрів зменшувати будь-які розміри постановою. Це повинно регулюватись законом і взагалі спеціальним законом, якщо він є. Десь близько 10 рішень Конституційного суду є. Міністр соціальної політики разом з своїм міністерством вважає, що не мають вони відношення до Мінсоцполітики. Подумаєш, написано рішення Конституційного суду, а ми обійдемо, винесемо постанову. Що це за орган взагалі? Да, що це за орган? У нас же є, ми ж зарплату гарно отримуємо, ми можемо придумати собі все, що хочеш. Тому чисто у міністра соцполітики, на мою думку, склад 382 частини 4, але що відбулось далі? В бюджет вписали, постанову Кабміну на початку січня прийняли. Але ж далі його треба виконувати. А люди знають, що на кожного пенсіонера повинно бути розпорядження, в якому написано причини зниження пенсії. З початку місяця почали військовим виплачувати зменшені пенсії, іншим працівникам, прокурорам тільки не платили. Знаєте чому? Бо прокурори знають про розпорядження, побачивши зменшену пенсію, вони скажуть, да дайте мені документик, і хто підписав. Щоб можна піти в ДБР і сказати, от є моє рішення суду, от моя пенсія. От 3 особи вирішили, що рішення суду можна не виконувати. От є рішення Конституційного суду, що неможливо постановою Кабміну. І будемо розбиратися. Почали виплачувати військовим, не виносячи розпоряджень, прокурорам за 20 днів затримали. Все думали, що ж робити. Зараз виплатили в зменшеному розмірі. Але це ж знову колапс пенсійної системи, тому що працівники пенсійних фондів відмовляються підписувати ці розпорядження, розуміючи, що вони протизаконні. Тобто бюджет прийнятий, постанова Кабміна є, всі розуміють, що це порушення закону, і цього робити не можна, і колапс черговий. Тобто ми зробимо все, що нам хочеться, а як воно буде, подивимось. Під час війни створюють таку величезну проблему, коли у всіх цих людей є діти, які воюють на фронті. Зараз пройшла інформація, що ще збираються скасувати пільги учасникам бойових дій. Нема у держави грошей тільки на зарплати міністрам і центральне відомство є, на все інше немає. Наглядовим радам. Да, і наглядовим радам. А на все інше грошей нема. Теж цікаво, з чим це все закінчиться. Тому і таких питань в державі дуже багато. Це просто приклад, як наплювати діючий, виконавчий, в тому числі і законодавчий, бо закон про бюджет прийняла законодавча влада. І теж дуже цікаво, коли між першим і другим читанням статтю просто викинули і поставили іншу, хоча це заборонено. Тобто шулерство. Шулерство виконавчої влади, шулерство законодавчої і відсутність вето президента на такі дії. Хоча саме для того посада президента в Україні існує, щоб не допускати порушення Конституції. Все пройшло, все добре, всі задоволені. Як далі це буде, ніхто не розуміє. І міністр соцполітики виходить на канал СІТВ в передачу і каже, я впевнена, що суди нас зрозуміють і не будуть скасовувати таке рішення, тому що ми так хочемо. Це називається втручання виконавчої влади в судову владу, тому що нам так хочеться. Тобто наплювати на Конституцію, наплювати на закони. Нам так треба, бо нам на великі зарплати не вистачає. Я так це розумію. Єдине, що суддям би хотілося теж нагадати, що у них теж є рішення Конституційного суду, по якому написано, що не можна обмежувати пожиттєве утримання суддям. Якщо можна з усіма іншими пенсіями, то чого нельзя тут зробити? Просто в якийсь момент хтось вирішить, що і це можна зробити. І все буде добре. Тому або закони і Конституція в державі діють, і вони всі рівні для всіх, або відбувається шулерство, яке відбувається у нас. Тобто для одних гроші є, для інших нема. А з приводу забезпечення армії теж цікаво. Я пригадую, коли Луценко прийшов генеральним прокурором, то існувала дуже цікава система виплати зарплат. Теж тоді зупинили закон, постановою Кабміну регулювали виплати. І премії призначав керівник. По принципу, хочу – призначаю, хочу – не призначаю. У нас те ж саме зараз в армії. Виплати за бойові. Хочу – плачу, хочу – не плачу. От ти мені подобаєшся, я тобі 100 тисяч заплачу. А ти мені не подобаєшся, навіть ти, якщо в окопах сидиш, тобі буде 20.
Або я взагалі забуду тебе, коли буду готувати наказ. Так не повинно бути, люди повинні бути захищені. Армія плюс, додаток, можна оскаржувати. А хто-небудь пробував оскаржити? І що там треба для оскарження? Всього-навсього ID-код командира частини, який він не дає. Кстати, интересно, в армии плюс такая же защита, как в ДИИ? Или как бы это Скоріше за все, так і є. Але я ж кажу, для того, щоб подати рапорт в армію плюс, треба знати ID-код командира, а їх не дають. Все гарно, система зроблена, вона така прекрасна, а ніхто нічого подати не може. Бо ти не знаєш ID-код командира. То для чого це розказувати всім? Сьогодні пішла інформація, що затримали командирів частин на Харківському напрямку. Цікава кваліфікація, буде цікаво побачити потім, що ж їм будуть вміняти. Але на даний час, якщо побачити, що відбувається, можна зрозуміти, що дійсно в армії існує така проблема, що командири частин не доповідають вищестоящим командирам про втрату позицій, тому що зразу знімають з командування. Угу. А це в кінцевому випадку призводить до того, що існують карти для вищестоящих командирів і реальні. Угу. А потім Нет обратной связи, по сути. нема. Ні, так вищестоящі штаби просто не розуміють, що там Ну, відбувається. так я же говорю, нет обратной Вони ж связи. впевнені, що там все по-іншому. Мгм. І як в таких умовах можна воювати? У нас перша відповідальність повинна бути командирів частин за надання неправдивої інформації вищестоящому керівництву. Це перша буде відповідальність. Тому що якщо обманюють, то воювати в таких умовах неможливо. А у нас це зараз відбувається. Всюди. А потім дивуються, те село залишили, те залишили. Тут через річку перейшли вже в 2 містах, і через Оскол, і через Жеребець, і Плацдарм, і нічого зробити не можуть. Так ви ніколи не зробите. Тому що про те, що відбулося 2-3 тижні назад, ви дізнаєтесь з діпстейта через 2-3 тижні. Коли росіяни вже перелізли, закріпились, створили ударний кулак і чекають вашого наступу, у вас сил нема. То це в першу чергу треба міняти. Що не може нижчестоящий командир доповідати вищестоящому, що він не втратив позицію. Тому що а потім наші танки їздять по наших мінних полях або нариваються на засідки росіян. І гинуть люди. Це ж не просто так. А всього-навсього навести лад навіть в цьому питанні не можуть. Тому проблеми, які існують багато років, вони і продовжують. Вони зараз переміщаються на армію, корупція переміщається. Сьогодні наглядова рада агенції закупівель виступила залишити пані Безрукову на посаді. Питань нема, не знаю, що там відбувається, крім одного питання. Так 31 грудня були закуплені ті міни по $600, яких срок годності закінчився 50 років назад, чи ні? Якщо так, то тоді нам готують поразку, ще чергову. Це все ж накопичується, воно веде до поразки. Хтось думає, що якось буде, займу посаду, якось буду тим займатися, і щось воно випливе. А воно не виходить. Тільки проблема. Збільшується, накопичується, як сніговий ком. Періодично вилазять, а ніяк не вирішується. Їх кількість збільшується. Тому дійсно у нас за цей час відбулось переформатування всіх державних органів, як, кстати, в 2019 році і планував Зеленський. Але не в кращу сторону, а в гіршу, в корупційно-геннішу, в більш злочинну і, саме головне, некомпетентну. Тобто, беручи на себе відповідальність, жодна особа, яка приходить на ті посади, вона не відповідає за свої дії. Повна безкарність. Тому добре, що зараз почалось з податкової, маю надію, що там буде покарання тим, хто заробляв дуже гарно. Але я розумію, що без тиску Сполучених Штатів навряд чи тут щось зміниться. Да. А при этом, слышишь, при этом, еще раз тебе говорю, вот у меня есть официально, у меня в телеграм-канале, я опубликовал официальный ответ налоговой службы. Официально, они сами подписывают, что они напринимали, наруководились на минус ярд своих решений. Вот просто на ровном месте. Ты представляешь себе? Ну, мне вот там, я сейчас, тут важный момент, потому что тебе в комментариях, может, будут писать, что мы, значит, это проблема, несовершенное законодательство, значит, суды принимают вот так, потом принимают вот Міністру так. фінансів теж суди мішають, по пенсії захищають Мы всякі. не можем там принимать какие-то решения, поэтому мы не знаем, как работать, поэтому мы проигрываем, поэтому мы платим, вот такие вот. А я, я встречал такие уже разговоры, да, у меня были там с моими собеседниками. Я говорю, что, слышите,
ты говоришь, что законодательство какое-то кривое. Так у вас есть глава службы вообще-то. Если у вас кривое законодательство, ну давайте так, смотри, у тебя есть предприятие, пекарня, твоя студия, не знаю, пирожки ты печешь, неважно что, да? У тебя модель продажи, и ты продаешь, и ты каждый день в убытке. Ты же задаешь вопрос, а что не так? Чому не працює? В чем не работает? А вот у вас там оказывается там крыса или какой-то там, ну, там трубопровод ломает и там говно течет на ваши пирожки, поэтому никто не покупает. Так значит надо починить трубопровод. То есть, подожди, если ты руководитель службы, ты видишь, что у тебя там десятки, сотни, да даже сотни тысяч гривен, да, утекают, потому что есть в законодательстве какая-то дыра, ну подними свою жопу, приди в комитет и скажи, пацаны, есть проблема, смотрите. Ну вот, ну, государство теряет деньги. Ну, нужно, вот есть вот из-за этой вот проблемы. Пожалуйста, давайте по-быстрому проголосуем. Вот так мы предлагаем, вот так, для того, чтобы это все работало, и мы больше не теряли денег. Хорошо, вынесли в зал, проголосовали, ну, заделали. Вибачте, у нас швидко інші рішення голосують. Податкові накладні яркий приклад. Коли бізнеса просто знищується, все це використовується в корупційну сторону. Понимаешь? То есть менеджмента нету, понимаешь? То есть они считают как? Что, ой, короче, я вот это вот не хочу идти, кому-то что-то говорить, какие-то проблемы, надо что-то исправлять, там что-то писать, что-то потом голосовать. Як іде по течії, так і буде. Да, Тобто, ну его нахер. я посаду зайняв, зарплату отримую, Зачем рішало мені- вам зачем займаєш, мені да, ще наші проблеми? мені думати і з кимось спорить, про щось Понимаешь? То говорити. есть это и в итоге это в миллиарды, это ну миллиарды. Понимаешь? Мы говорим сейчас про пенсии, мы говорим про выплаты какие-то, вы говорите там военным или еще что-то, а я вам просто показываю, где эти деньги. У Гетьманцева, у Кириенко, у Сокура и дальше у Якушка, который сейчас в Да. Киеве сидит. Вот я У показал. нас за останні роки багато справ було проти податківців або проти митників. Я Де нам от- розказують постійно про мільярди. Я пам'ятаю тільки ті 700 тисяч доларів в машині, Которые які вернули. тихенько НАБУ повернув, справу закрили і все. Да, слышишь? Так я у себя в канале, еще раз повторяю, опубликовал воровство 50 миллионов долларов с кодами компаний, на которые деньги выводились, с суммами, с полной, ну, с паутинкой, со всеми этими делами. Понимаешь? 52 миллиарда гривен. Вообще, ну, представьте себе вообще. 50 миллионов долларов. Ну, переведите их. Вы по сколько там на Мавике собираете? Вот там с Арестовичем. 400, 300, 200. 2 миллиарда гривен, вот я тебе схему нарисовал. Ну, вперед. 2 миллиарда гривен. Ну, алло, на одной схеме. Понимаешь? А такие, как Портников, рассказывают о том, что если тебе не нравится коррупция, беспокоит. Больше, чем чьи-то войска. Все, чемодан, вокзал, Варшава. Хоча ці пов'язані речі. Війська зайдуть ще далі, якщо корупція не зменшиться і не зникне. Ну, а повертаючись до того... Есть вообще кто-то дома, алло? Нет, так они же еще, вся эта наша медийная, как бы этот, они еще в едином порыве кричат: руки прочь от него, Вин Ну правы. Ребята, вы под всем этим подписываетесь. Ну, вот все, кто под это подписались, Береза там вот этот, вот, который там, и все остальные. Що воювати повинні бідні. Да. Для того, щоб зайняти якесь Я положення. не Вы знаю, под этим я всем ш- дерьмом я ш- просто шокирован подписываетесь. просто. Понимаешь? С Гетьманцевым какие-то там издания, форумы проводят экономические. Як вкрасти більше, обговорюють. Ну, я не знаю, я не, знаешь, я вот у меня нет ответа на этот вопрос. Я вот пытаюсь у кого-то спросить, ну, ты понимаешь, что это происходит? Ну, вы посреди белого дня десятки миллионов долларов, просто вы друг другу зеленый Ламборджини дарите, алло. Так про інше, навіть якщо взяти, у мене є відповідь державного секретаря Міністерства соцполітики про оклад міністра, який виступив і сказав, грошей нема, всім будемо змежувати, і заморозили пенсії, мінімальні зарплати. Так от на 1 грудня 2024 року у неї оклад був 89 тисяч. На 1 грудня 23 року. На 1 грудня 2024 року вже було 104 тисячі. А на 1 січня 25-го 109 тисяч. Тобто кожний місяць плюс 5 тисяч або кожний квартал. Тому що ж інфляція росте, не вистачить, пані міністерці. А заморозити збільшення мінімальної зарплати, мінімальних пенсій для всього населення треба, бо ж нема грошей. Для міністра соціальної політики є, а для всіх інших нема. Это демократия. Да, це по Портніку. Да, это, как говорит наш классик, живой, демократия.
Я просто шокирован, если честно. Понимаешь? У меня проблема в чем? Что я просто вижу эти цифры, я их же показываю, я публично публикую все эти расследования и материалы. То есть это миллион, десятки миллионов долларов. Тут пишет наш зритель Вадим. А вы в курсе истории, что в августі 24 года Кирил заблокував МСЛ, в якому працював Гетьманцев. Кажуть, досі звідти отримує прибутки. Вже через декілька місяців у Кирил почались проблеми та затримання. МСЛ старая, там, кстати, хомутинник, по-моему, есть доля МСЛовская. Кстати, к Монако возвращаемся. Не можна було сумасшедший дом, під час війни і ігровим бізнесом займатися, і торговлею землі. Кстати, відмивання російських грошей, я думаю, що вони і вкладаються в землю України тут. Чим більше грошей відмиють, тим більше вкладуть, а після війни просто скажуть, де ми все купили. Перед фактом поставлять. Так. Бо земля скуповується. Угу. Причому скуповується навіть вдоль лінії кордону. В Харківській області скуповується дуже гарно. Там ракети, снаряди прилітають, а в нас скуповується. Угу. Слышишь, мы, короче, с Плинским тоже интересная За мінімальні тема. ціни. Я публикую про Дию расследование, а Плинский про Пинап. Параллельно просто идем, да. А этот русский, владелец реальный, у себя в Инстаграме, короче, смеется с нас, типа, что, я даю ваше государство, а вы там расследование про меня снимаете. Сейчас скрин есть этого, да? Там, да, опубликовали там. С таким подтекстом, понял? Ты вообще прикидываешь? Я не говорю, алло, есть кто-то вообще дома? Татьяна З. спрашивает, я слушаю ваш эфир и задаю себе один вопрос. За что 18 августа 2024 года погиб под Курдюмовой муж дочери? Татьяна, мы соболезнуем, конечно же, вашему горю. И я думаю, и мои гости, и я посоветую вам пойти на Портникова, на вот этих всех подписантов, которые там сейчас его защищают. И в комментариях им всем задавайте ваш вопрос и спрашивайте с каждого из них. За что происходит эта страшная беда со страной. У них есть убедительный ответ. Багато загинуло і багато буде питань. Ніяк не розуміє влада, що їх зададуть. В будь-якому випадку зададуть. Раніше, пізніше. 100%. Ті, у кого загинули родичі, хто втратили здоров'я, вони дійсно потім спитають, так а що влада робила? Чому ми в потрібний момент виявились без дронів, без боєприпасів, без мін, без людей? Бо нам обіцяли в травні, проводячи мобілізацію, що зростає все. А вчора виступає головнокомандуючий і каже, нема людей в бригадах. То як вони захищатися можуть? І тут ж виникає питання створення нових бригад, які теж не готуються, бо не мають бойового досвіду і швидко втрачають свої можливості. Тобто, все якось робиться так, що може призвести тільки до негативного результату. І ніхто не збирається це зупиняти. Тут задают вопрос, русские скупают землю или наши под будущие проекты? А тут уже невозможно понять, где А наши... тут не зрозуміло, за чиї кошти, да. Да. Є кошти, можливо, наші, які закуповували снаряди, там були ж в 25 мільярдів, 200 мільйонів, де-небудь в Сербії, а насправді закуповують землю тут, бо снаряди ж не прийшли, і міни не прийшли. І ніхто з цим до кінця не розібрався. Можливо, і наші, а можливо, і русські. Взагалі цей процес на час війни треба було зупинити, але ніхто ж не зупиняє. Хоча б на час війни. Какие-то удивительные события. Знаешь, Бо ж вартість землі під час війни впала в десятки разів. Тобто це просто грабунок тих власників землі, які вона належить. Створюються умови, щоб вони не могли виживати і продавали цю землю зрозуміло кому. Потому что это через ту же самую зерновую монополию контролировали вообще рынок вывоза зерна и просто тупо загоняли мелких и средних в рамки, когда они вынуждены были за бесценок продавать это зерно и не только зерно. Есть хороший пример, я его приводил, как-то писал у себя, имеется в виду в телеграм-канале. Смотрю заседание Высшего Совета Правосудия. Ого, то взагалі зараз дуже цікава організація. Да. І вчора прочитав, Кравець, по-моєму, написав, що чи під мантію телеграм-канал, що провів опитування в інтернеті, рівень довіри до суддів і до Вищої ради правосуддя, так в 3 рази менше Вищої ради правосуддя, яка повинна контролювати якість суддів, перевіряти їх дотримання законів, довіра до них втричі менше. Я сейчас приведу пример, а вы, Юрий Григорьевич, другой, я думаю, что вас натолкнет. Я, опять же, к своим баранам, да.
Вот смотрю, опять же, да, я же отслеживаю эти вопросы правосудия. Иногда смотрю заседания, они же в прямом эфире идут, Высшего Совета Правосудия. Это те люди, которые судят судей. Если они там что-то нарушают, на судей жалуются, они принимают решение. Там увольняют, судей наказывают, дисциплинарному, короче, да, к ответственности притягивают. Но вот смотри, смотрю, уволить судью, потому что в 2019 году этот судья ездил с семьей на отдых в Крым. Это я сейчас не шучу, это я серьезно говорю. Вот в прямом эфире вот это говорится, есть документ. Уволить судью, потому что он неблагонадежный, потому что ездил в 2019 году в Крым и там непонятно чем занимался во время оккупации, в общем, ставит под сомнение. Да? И я пишу, что слышите, пацаны, смотрите, у вас резидент РФ, который обоснованно считается высокопоставленным агентурным сотрудником ФСБ, где я показываю, смотри, еще раз, бизнес и семья поддерживается Федеральной налоговой службой, Министерством экономического развития РФ, имеет налоговый номер, платит налоги в РФ, получает бесплатно землю, во время полномасштабного вторжения строит дом, прописывается там, имеет кучу имущества там, да, имеет все вот это вот, находится, возглавляет финразведку налоговой и находится на топ-позиции, да? И никто даже, ну, как бы глазом не моргает. А здесь судья на одной же линии, то есть вот здание там этой самой, этого, налоговая, да, вот с этой вот ответственной, там позиция, которая контролирует государственный реестр с гостайны, самый широкий доступ ко всем вот этим вот данным, налоговая, да? А здесь у вас Высший Совет Правосудия, такой же, по сути, это как центральный орган, ну это другая ветка, но это по сути центральный орган исполнительной власти, понял? Они на горизонтали находятся, по большому счету, грубо говоря, скажем так. Увольняют судей, таких же чиновников, по большому счету, увольняют судей за то, что 5 лет назад ездил в Крым на отдых с формулировкой. Я задаю вопрос, это вообще одно государство или нет? Ну, представляешь себе, в этом кабинете вот это происходит, а в том кабинете происходит вот это. Как это в одном государстве вообще может уживаться? Вот вообще, это, знаешь, это знаешь, как есть, это Юрий Григорьевич может рассказать, решение верховных судов, Юра, Верховный суд, ты представляешь себе, один и тот же вопрос. Блядь, два противоположных решения. Вот, понимаешь, ты выходишь на базар, там, допустим, торгуешь яблоками, да, тебе выходят и говорят, на этом базаре торговать яблоками нельзя. Выходит второй продавец, ему говорят, на этом базаре продавать яблоки можно. Ну, то есть, вопрос, приходит третий человек на рынок, мне можно торговать здесь или нет? Хуй его знает. Те, Ну, що ми один говорит говорили нельзя, минулий второй раз, говорит можно. Одна и та же структура, по тому одному же вопросу. Стали судові практики. Да, зараз Верховний суд скасовує рішення ВРП багато, тому що в одних і тих же випадках приймаються протилежні рішення. Але ж повинна бути реакція. Вона ж відібрали цих членів, наприклад, Верховна Рада, того ж Масілка призначила. Але твориться в ВРП таке, що вже треба ставити питання. Тобто, якщо рівень довіри до ВРП складає 4%, то це вже антидержавний орган. Я, кстати, хотел бы напомнить, что когда в 2019 году Владимир Александрович стал президентом, он распустил Верховную Раду 8-го созыва по какому предлогу? Низький рівень довіри. А реформу генеральної чого почали? Низький рівень довіри, посилаючись на опитування Центру Разумкова. Тому це те ж саме. Нічого ж не змінилося, рівень довіри не зріс. Вы вообще прикидываете? Вот как может два одинаковых, вот суд выносить в одинаковой ситуации два разных решения? Как может два органа, которые находятся на одной горизонтали, принимать разные, вообще трактовать разные решения принимать? Ну, смішний. У нас ВРП Как жить може вообще? Ну, вот. по двом суддям прийняти протилежні рішення. Один купив квартиру в Дніпрі, а другий в Одесі. Одного за це звільнили, а другого залишили, тому що він родич члена ВРП. Всього. Картина маслом. Ну, шиза вообще, ну это же в натуре, это сумасшедший дом, ну в натуре палата номер 6. Ну как это комментировать, Юра? А це ніяк не коментувати. Діє один простий принцип. Своїм все,
по іншим законам. Дмитрий Кокоша как раз написал. Получается, для простых граждан существует закон и конституция, а для власти пофиг. Друзья, это демократия. Отсылаю опять-таки к нашему живому классику Виталию Портникову. Все вопросы, он вам растолкует. И вот эти все подписанты, которые сейчас там за него топят, вот у вас есть полное моральное право, вот вы просто к ним всем идите, вот эти приводите все вопиющие как бы примеры, и пусть они вам рассказывают, что это такая за демократия, вот, и как они лично с ней соотносятся. Потому что, похоже, они все лично в ней заинтересованы вот в такой демократии. Ну вот, мне кажется, вот так. Може, навіть матеріально. Ну, Бо в любом- по-іншому не В буває. любом случае, весь этот легион, это, ну, как бы, это А посмотрите, видел вообще, сколько людей реально это поддерживали? Сколько его поддерживали там Портников, сколько это несется? Реально, меня это пугает. Есть несколько маркеров, знаешь, я там наблюдаю за этим с интересом, с улыбкой, да. Вот я напишу какое-то расследование, да, например, о воровстве там миллиардов там гривен, там вот 50 миллионов долларов. Мне, знаешь, регулярно кто-то пишет: а что это расследование на русском языке написано? Мгм. То есть, знаешь, людей вообще не ебет, что их просто обворовывают вообще среди белого Нет, что их дня. ебут. Что их просто, ну, их ебут во все, Да. во все Прикинь, места, в которых только... Витирають ноги об Да. всіх, да і все. Да. Ты представляешь себе? Ну вопрос, то есть этот вопрос не стоит. Чему он не державный? То, что раскрывает расследование, раскрывает, как Россия просто влияет вообще на все ключевые элементы государства, вот. Написано то на русском языке, на украинском, на суахили. Какая разница, лишь бы вы понимали. Вот. Ну, это просто вот такой уровень деградации вообще, как бы вот критического мышления. Ну, И вот опять же, это же история спортников. Тоже я написал пост, просто по этому самому, там разложил по этим. И тоже такое льется. Я зашел в Facebook ленту, я смотрю, у меня пол ленты, короче, там, держись, блядь, мы тоже были, там, когда-то на нас катили, это самое, мы понимаем, как это плохо, поэтому мы понимаем, как ты себя чувствуешь, держись, мы тебя поддерживаем. Люди добрые. А чого ви дивуєтесь? Якщо людина висловлює те, що потрібно ФСБ, то весь пул ФСБшників її підтримує. А наші органи державної влади, мабуть, не в тому напрямку воюють з ними. Не, ну там все. же есть типа сарасятские вот эти вот структуры, грантаецкие. Вибачте, по-моєму, більшої шкоди, ніж ці грантаєцькі структури нанесли державі України, не наніс ніхто. Повна ліквідація державних органів, підміна їхніми копіями, які нічого зробити не можуть. Це що слышиш? ще треба зробити? Юра, прикинь, тоже история, это охренительно. Знаю, что, наверное, люди уже подустали, но это, кстати, тоже классная. Вот не далее, чем месяц назад мы с тобой тут говорили с Юрием Григорьевичем о том, что генеральный прокурор просроченный. Прошло Ні, сколько? генерального прокурора нема. Виконуючий обов'язки. Исполняющий обязанности Алексей Хоменко, просроченный чел, да? Он не может не подписывать подозрения, целый ряд Те, що процессуальных може действий. підписати тільки генеральний або виконуючий обов'язки, по закону він Вот робити как не ты може. думаешь, за 1,5 месяца что-то изменилось? Уверен, что ничего. Ну, вообще, ты представляешь себе, генеральный Хоча прокурор це не до нього питання, я вже неодноразово. Це это питання до главный президента. законник вообще страны, координатор всех правоохранительных органов страны. Координатор. Ні, є багато виключних повноважень, які інші посадові особи органів прокуратури не можуть підписати. В тому числі підозра народному депутату, внесення навіть провадження щодо народного депутата може тільки виконуючий обов'язки генеральний або генеральний. А закон той діє з 98-го року, що виконувати обов'язки можна тільки місяць. А після цього повинна бути внесена кандидатура. Якщо Верховна Рада відхилить, то можна місяць. У нас с 1 декабря это проблема. Мы в начале декабря с тобой, по-моему, Да, это делали. Мы приходили, я тебе говорил, что это самое. С 1 декабря. Сегодня, простите, 20 или 21? 20. С 1. Это уже почти 2 месяца. Мы из каждого утюга кричим, что в стране нету главного координатора правоохранительных органов. Нема особи, службової особи, яка може вирішити багато проблем. Нікого це не цікавить. Ні, проблема в тому, що можна і повідомляти, і перший заступник генерального може. Як суд оцінить?
Тобто, якщо в законі прямо написано, що це може робити тільки виконувач обов'язків або генеральний прокурор, і є закон, який каже, що виконувати обов'язки можна місяць, то адвокати це ж знають. І потім в суді, коли почнеться слухання А справи, вони ж- потом, слышишь, а потом вот эти вот грантоедские эти самые будут кричать, что нужно заново реформировать суды, потому что судья негодяй оправдал там какого-нибудь условного Гринкевича. Слышишь, по Гринкевичу, кстати, вопрос, я всем это рассказываю. Вы как судите вообще Гринкевича по статье, по которой нельзя его судить? Ну, помнишь, что это рассказывал? В вышиванках вот эти чуваки, которые Да, на да, еде да, там, да, там. да. на Да. мільярд гривень щось там. Да, да, да. Его ж судят. Во-первых, не то следственный орган, который расследовал, который имел право это расследовать. А во-вторых, не по той статье, в которой ну, его обвиняют, она тоже ну, как бы некорректная. Ну, чистая наебалова вообще. Людям шоу показывают, а там перспективы никакой нету. Гринкевича. Буду дальше в вышиванках. Да, да, ты понимаешь? Все же уже подзабыли, это мы просто с Юрием Григорьевичем, это самое, Князев, что вспомните, 2 миллиона долларов у нас глава Верховного суда Що, снял? 2, 3,5. 3,5. Глава Верховного суда, помните Князева? А никто, все уже подзабыли, а что с его делом, кстати, там говорят? Більше цікавить, що ж з тими 13 суддями, в які гроші знайшли. Вони ж Ну. продовжують здійснювати функції судді Верховного суду. И у Князева, когда его задерживали, провели 13 обысков у 13 судей Верховного суда. Это челы, которые У яких знайшли гроші. последнее решение вообще выносят именем государства. Понял? Этого закрыли в СИЗО, прошло 2 года, вообще непонятно, что Що його сделал. випустили? Ну, выпустили під залог, его да. под залог уже. Он Справа нібито пішла до суду. Да, все, умерла. Понял? А у людей, у которых проводили обыски, 13, это же большая половина, сколько там в большой Ну, палате? Великої палати її зараз поміняли, там інші судді, але вони залишаються суддями Верховного суду. Вершат, сам у них обыски проходили, деньги им понаходили, и никто ничего І не... тоді виникає два питання. Я ж чисто У нас кажу. був брифінг голови НАБУ і голови САП, яку групу вони зловили. І після цього з цієї групи до суда пішов тільки Князєв, а всі інші виконують обов'язки. Ні в кого ніяких питань не виникає взагалі. У нас недавно оголосили, що у нас є 4 мільйони ухилянтів, і в той же час пишуть, що в розшуку оголошено 500 тисяч осіб, а 3,5 мільйони вони не прикасаємі чи що? Чи як? Які не оновили свої дані. Тобто у нас всюди постійно йде якийсь дисонанс. Нібито щось робиться, а як починаєш передивіряти, то воно все вилазить боком, і ніхто реально нічого не робить. Робиться видимість. Чому? Тому що не знають, як і що робити, тому роблять аби як. А результат той самий. Результат маємо, що Слышиш? зараз вийшов Это ж все просто не головнокомандуючий, сказав, в військах людей нема. знают. Это ну, все, это просто многие люди не знают, да? Помните Злачевского, который 6 миллионов долларов давал главе Хабар, НАБУ? а до цього звинуватувався, що 300 мільйонів вкрав. Да. Дело. Буризма. Бурісма. Чемоданы, вот это вот все носили, вот это, помнишь, там главе НАБУ 6 миллионов долларов взятку Ну, несли. і керівнику САП, і ці не чемодани, не в пакетах винесли, поклали на трибуну, як їм Это они уже везли, да, но это на пресс-конференцию выходили. Слышишь? Ты вообще, чтобы долго не рассказывать, чтобы сложно это не было, вы вообще прикиньте вообще, давал 6 миллионов долларов взятки кэшем. Его же знаешь, к чему присудили? Его же присудили 60 тысяч гривен 69 штрафа. тисяч гривень штраф. 69 тысяч гривен штрафа. 1500 баксов. Для цього треба було перекваліфікувати, змінити підозру. Мало того, її примудрилося ще й оголосити за кордоном, тобто не визиваючи цю особу сюди, і винести вирок. Дуже велике питання до судді Вищого антикорупційного суду, яке це рішення прийняв, і яким чином воно приймалося. Тому що участь обвинуваченого є обов'язковою, без нього рішення не може прийматися. То есть тут надо сказать, что мы на самом деле, вот без шуток, мы в депо. Ну это конечное, все. Тут вопрос, только мы на рельсы, на новые, вот в этом депо, вагон переставляют, и он дальше едет на новых рельсах. Или мы остаемся в депо стоять. Вот. На самом деле вопрос только в этом. Потому что с точки зрения справедливости, ну справедливость не какое-то там слово, да, а система справедливости, юстиция, она так называется. Система справедливости. Суды, правоохранительная система, прокуратура, обвинение, вот это все. Ну,
Ну, причем нужно еще добавить, Всё. что в депо подточены все несущие конструкции, вот они просто как бы как термиты вот это все сожрали. как Ну, бы, оно- в будь-якому Да. депо є таке поворотне коло, щоб можна було повернути в один цех завести, в інший. Так в случае з усього це коло десь у нас упало. Мгм. І тепер вагони стоять по місцям, і ніхто звести докупи не може. Ось і все. Это ж нифига не смешно, если честно. Это вообще все нифига не смешно. Тут пишут, не знаю, что прям посмотреть, ваш стрим или инаугурацию Трампа, и то, и другое интересно. Ну, просто, ну, понимаешь, у нас осталось, и у нас еще получилось такая, у нас есть тут такой очаг сопротивления, там я, Юрий Григорьевич, Шрам еще есть, там Олег, да, тоже к нам на І подкаст. Ростислав Кравець сам зі своєї точки зору приходит. То розповідає. есть нас осталось несколько человек, а все остальное забито ж вот этими грантоедскими вот этими. Це я ще перевіряв в 2015 році, коли виявилось, працюючи в Генеральній, чому бруд лється потоком, а позитивна інформація не розповсюджується. І ось дуже цікаво, що, наприклад, позитивна реальна інформація підхоплюється 10-15 сайтами, а будь-який негатив, навіть якщо він неправдивий, 200-250. То в таких умовах, безумовно, можна поливати брудом кого хочеш, треба просто скупити інформаційні ресурси і займатися цим. У нас так і відбувається. У нас хтось з громадян піде відкривати закон, коли почує, як там хтось виступає, розповідає корупціонери, прокурори-інваліди. Тема ж була тоді цікава. 6 чоловік звільнено. Я подивився, що у нас в державі 6,9% від громадян інваліди. В прокуратурі за результатами перевірки менше 4. Ну, прокуратура це зріж держави. Так, а для чого тоді роздулити тему? Можна сказати, чого. Як ви думаєте, у кого більша зараз заробітна плата? У слідчого ДБР чи у виконуючого обов'язки Генерального прокурора? После чего ДБР, я думаю. А може бути в нормальній державі таке? Нам розповідали, що не підвищувати зарплату прокурорам, а в результаті слідчий, звичайний слідчий ДБР, не керівник підрозділу, отримає більше, ніж виконуючий обов'язки Генерального прокурора. Просто нам нужна верификация всех инвалидов в стране. А інваліди ж по всіх органах були. Да, да, и начинать нужно с властных инвалидов, потому что, ну, как бы, вы знаете, я еще вам подаю идею, как бы, вот задумайтесь. А если еще будет установлено, что вот эти инвалиды, там, прокуроры, менты, все, как бы, они еще имеют УБД? О, так дофига, так ты За что? статусом УБД після війни будуть розбиратися дуже довго, тому що багато людей, які не зовсім приймали участь в бойових діях, цей статус оформили. Ну, так вот я уверен, что... Ще навіть з 2014 року. Да, в 14-м много. Знаєте, было. я був відряджений, коли починалося АТО в Донецьку. У мене навіть мислі такої не було. Хоча я там 2 тижні був, а тоді треба було для оформлення статусу 3 доби. Але люди, які приїжджали на день, на 2, оформляли. Кошмар. І виникає тільки питання, хто ж розумніший, вони чи я? Не, я просто вот думал, я уверен, что у них у большинства есть УБД, помимо всего прочего, что они инвалиды, что у них есть УБД, и у них есть все основания для того, чтобы быть самыми, как бы, самыми элитными пенсионерами на планете. 100%. Я тут побачив, що пан Гайдай виступає, сказав, що ми будемо спиратися на пенсіонерних військових, які пішли захищати, особливо в перші місяці, а потім почитає, що відбувається на фронті, як хтось щось краде, хтось щось прикриває, хтось неправдиву інформацію. Ну, будуть цікаві пенсіонерні. Тобто простий принцип був на фронті, не спрацює, на жаль. Я вообще, Там слушай, багато героїв, яким треба тільки дякувати. Я как-то тебе сказал. І в тих умовах, в яких вони воюють, це неможливо робити, бо держава не виконує свої обов'язки. У 22-му році ми втримались всі не внаслідок дій державної влади, а в те, що народ не захотів сприйняти цю окупацію. І от 3 роки йде знищення бажання народу чинити спротив діями державної влади. Я еще в прошлом году тебе сказал, понятно, что каждая лягушка хвалит свое болото, да, но смотри, вообще любое государство начинается с порядка справедливости, суда и с правоохранительной системы. Якщо не працює правоохоронна система Да. і суд, ніде нічого побудувати неможливо. Вы же поймите, что вы можете принять вообще любое законодательство, хоть как в Эстонии, хоть как в Объединенных Арабских Эмиратах, там налоговое какое-то, скажем так, вообще любое. Але виконавці будуть Да, виконувати зовсім вообще по-іншому. вас налогу возглавлять может налогу Иисус просто, ну вот лично, самолично, например. Но это же не имеет никакого значения.
если нету правоохранительной системы. Ні, якщо І Ісус систему не розуміє, правосуддя. як працює система, то буде інші всі його обмануть і будуть робити все, що хочеться. И Те, що у нас наказания і за это зробили. не будет. Ну, вибачте, у нас в 19-му році, ще до виборів президента, Зе-команда писала, що принцип роботи правоохоронних органів реформування все знищить до основання, а потім щось побудувати. У нас Ось, що побудували. вопрос судов постоянно идет реформирование. 30 лет реформируется Знову суды. кажуть, що треба реформувати. Да, подожди. Опять, да, надо реформировать суды. 30 лет идет реформирование судов. Суды должны бороться с коррупцией. Суды не должны Не-не-не, бороться ни с в якому коррупцией. разе. Судьи принимают решения, основываясь на доказательствах, которые им принес прокурор. В рамках закона. Понимаешь? Он Дві оценивает, сторони, адвокат і прокурор. он оценивает доказательства. Понимаешь? Суды ни с чем не борются. Ну, вот, у людей такой мусор в голове. Вони не повинні взагалі звертати увагу на бажання влади чи когось. Вони повинні діяти тільки в межах закону і в межах наданих їм доказів. А у нас Суд цього не розуміють. оцінює У нас доказательства. суд поганий, бо він не засудив того. Так вибачте, якщо йому сміття принесли, що він може прийняти? Які рішення? М. Тільки виправдати. И тоже, вот понимаешь, у нас сейчас вот по поводу, это просто яркий пример, я в нем участвовал в этом примере, я там был и это снимал, просто с другой точки зрения. Я прекрасно помню, вот сейчас, помнишь, вот Тупицкий, вот это же у нас глава Конституционного суда, который там типа с Янукович, который Янукович его назначал, да, и вот его... Якоби його законно зняли, а Верховний суд визнав, що незаконно. Да, Зеленский, ну, офис президента, да, они его убрали. когда Не офіс, конституционный- особисто президент. Да. Ну, неважно, дело не в этом. Я что хочу сказать. Вот этот типа токсичный персонаж, типа антигерой Тупицкий, да, вот он, типа антигерой. Но я же помню 2018 год, ты вообще прикидываешь, Юра, глава Конституционного вообще суда. К нему приезжает набор активистов с висельницей под дом на машине. І зараз цей активіст сидить в Вищій раді правосуддя і оцінює суддів. Ты вообще представляешь себе в США приехать к дому, к главе Верховного, Верховного суда США З погрозою і з с виселицею. висельницей, с микрофоном, что идим, мы тебя будем вешать. Де б опинилися учасники цього шоу? Лет на 700. Ну, не на 700, ну, Ну, или на лет на 20 на запросто. электрическом. Прикидываешь вообще? Это вы ж просто поймите. Нам просто розповідають про демократію, а те, що у нас, це не демократія. Тому Анархія. там Портніков помилився. У нас не демократія, у нас кастове співтовариство, де влада вважає, що їм дозволено одне, а всі інші повинні виконувати їх забаганки. Кастово-крепостное. Так. Тому Понимаешь, в чем проблема? Проблема намного глубже вообще. Понимаешь? И с одной стороны у нас вот это, а с другой стороны Гетманцев, Арахамия, мусора Монако, генералы полиции, которые зерно вывозят, по 8 миллиардов невозврата кэша. А потом выходит Гетманцев и говорит, а кто это у нас не вернул этот самый кэш? Ай-яй-яй-яй-яй. ФОПы. Мгм. Надо ФОПом закрутить. Да. И сепарировать, какой бизнес белый, и какой белый. Это такое цинизм. А за белый бизнес вы должны еще платить дополнительно, чтобы Ну, попасть, быть, Клуб белого бизнеса. Вообще, быть это вообще не, это, верифицированным. ты вообще представляешь, что клуб белого це бизнеса? Это, узаконена корупція. это вообще настолько неконституционно вообще. Це узаконена корупція. Это просто дикий ужас вообще. Люди, которые имеют отношение к праву, вообще к юриспруденции, вообще к легизму, вообще к чему-то, к юстиции в этой стране, и которые находятся в своем уме, мы все просто охуевшие вообще. Ну такого, это сука даже не Сомали. А механізм санкцій. Вчора ще новий пакет теж. У когось забрати майно, а у когось не забрати, як же там написано. Призупинить владіння, да. А це як? Тобто потім збираються повернути? Чи а для чого тоді вводить? І так далі. Тобто питань дуже багато виникає. І, ну, сам механізм санкцій – це позасудове покарання. Ті рішення, які виносить ВАКС по санкціям без визнання особи винною, дуже хочу подивитися, яка буде реакція Європейського суду. А вона ж буде. Угу. Вона буде, пусть через 3-4, але вона ж буде. Угу. І що нам потім будуть розповідати? И государство еще и влетит на бабки какие. Конечно. На величезні Не бабки. государство, а мы. Угу. Мы. И понимаешь, что? И вот это боремся за здание дома высокой
культуры и быта, высокого почета культуры и быта. И при этом всем мы говорим о вступлении вообще в ЕС. Мне вот эта лапша вообще в натуре. Вы же поймите, какой вообще, вы вообще, ну, понимаете вообще, о чем речь идет или нет? Какой ЕС вообще? Ну, понимаешь, это ж разгоняется. Я прозападный вообще человек, ну, атлантист. Ну, как бы я, ну, слышишь, вы просто поймите, это ж вот эти вот, понимаешь, это хомяка пригласить, это же ожидания разогреваются вот этих вот масс. А потом эти ожидания, они же столкнутся вообще с реальностью. Так это все было ширмой, на этом все строилось. На этом же строилась вся модель вообще вот этой государственности Второй Республики. Когда нашли ширму, евроинтеграция, евроатлантическая интеграция, под которую продавалась якобы государственный курс, наделали по ходу кучу ошибок. Это же три большие наебки, вот, с которыми столкнулась Украина. Вот сейчас вот у многих слетает пелена, хотя не у всех. Первая наебка, это наебка Запада по поводу того, что Украина будет членом НАТО. То, что нам рассказывали Бухарестский саммит, что там приняли какое-то решение, тогда не приняли, но теоретически открыли дорогу. И вот этих, и как лохов нас тащили через это, говорили, что когда-то вы станете членом НАТО. Вот. Отличный как бы ход для того, чтобы как бы местная элита в третьей наебке это все использовала. Вторая наебка, это наебка России, которая, понимая, что никаким членом НАТО мы не будем, потому что они прекрасно были вась-вась как бы и с европейской элитой, и с американской элитой, особенно с европейской, которая сидела и сидит как бы на финансировании. Да. Вот. Они понимали, что в любой момент это все заблокируют, но использовали эту первую наебку для того, чтобы создать условия для оккупации Украины. Потому что они говорили, нам так страшно, у нас такая стратегическая угроза, что мы сейчас как бы... Можно подумать, НАТО це блок, созданный для нападу. Да. Вот. Что вот сейчас пойдет наступление на несчастную Россию, и таким образом они использовали эту наебку для того, чтобы воплотить свои агрессивные планы против України. У всякому випадку, щоб на своє населення проти України спрямувати. Да. И третья как бы наебка, это наебка, которую осуществляла вся украинская элита на протяжении 30 с лишним лет, которая создала вот эту ширму интеграции там якобы куда-то, вот. Даже это в Конституцию записали при Петре Алексеевиче, там, да? Но на самом деле вот это вот все, что ты рассказываешь, разворачиваешь, оно просто ширилось, как бы прожирало государство там, и так далее, только для того, чтобы вот эта демократия в портликовской как бы определение, чтобы она цвела и пахла, чтобы фактически феодальное общество, в котором простой человек не изведен до уровня винтика, которого в любой момент можно сделать, если все, что захочешь, вот, он просто был винтиком, который наполнял карманы в любой момент, как бы, когда они захотят. Юр, смотри, я просто хочу сказать, что нам нужно браться срочно за голову. Ну, я вас уверяю, это закончится все, очень плохо. Я не знаю, понятно, что нужно принимать какие-то решения. Нужно срочно наводить порядок со справедливостью. Генерального прокурора назначить. Вот Юрия Григорьевича, например, условно говоря, понимаешь? Одна посадова особа в державі нічого не вирішить. 100%. У нас треба міняти систему. Должна быть полностью другая организация. Я согласен, просто послушай, вот, знаешь, это такое унижение. Я в принципі дивлюсь, що відбувається в податковій, то правильно, зараз повністю переформатували Київську податкову, замість 10 створили 3. Тобто це дозволяє замінити все керівництво. Те, що ВО призначає, це погано із старих. В принципі, це той шлях, який робили в 2019 році. Але робили ж не для того, щоб вибрати дійсно кращих, а щоб поставити своїх для рішення своїх питань. Вот как бы не повторить. Вот, а кстати, как ты вообще оцениваешь вот первые шаги, которые в податковой, в налоговой? Ой, там интересная была ситуация. Уже Мосейчук, кстати говоря, рассказал о ней, поэтому я не думаю, что это большой секрет, потому что когда я писал о том, что Роженкову таки уволили, ее последнюю, кстати, уволили. Она отказывалась же писать заявление по собственному желанию. Вот. Всегда заставляют писать по собственному желанию, почему же потом не восстановились. Чтобы не увольнять, чтобы потом они через суд не восстанавливались. Да? Вот. Она отказывалась писать. Вот прикинь, вот есть высокопоставленный вообще агентурный сотрудник, обоснованно считается ФСБ, российский резидент,
отказывается писать, и ему вообще ничего за это не делают. Ну, вообще, в принципе, она мало того, что она продолжает сидеть, да? Вот. И когда, значит, Кравченко пришел, он говорит, что ему как принесли эту выкладку всего, ну, что там рассказывают, что у него волосы вообще зашевелились, когда он увидел, ну, кто там сидит и что вообще происходит. Когда он сказал, что, ну, как бы без вариантов, ты даже просто не понимаешь, кто ему начал звонить. Все силовые структуры, потому что она со всеми зарабатывала, ну, носила. Тема, я сейчас тебе расскажу, как это происходило. Люди, вам интересно? Значит, как это делается вообще? Это чистый бандитизм, кстати, Юрий Григорьевич, он постоянно... Це ОЗГ, а не Не, бандитизм. я сейчас расскажу, нет, чистый бандитизм. Знаєте, у нас була злочинна влада. Боюсь, що злочинність цієї влади в кінцевому випадку перевершить. У нас с Юрием Григорьевичем есть интеллектуальный юридический спор, как это по уголовному кодексу это самое, квалифицировать. Я говорю, что это бандитизм, потому что бандитизм предполагает с оружием нападение на человека на улице и при помощи оружия вымогание у него или отбор чего-то. Ні на одного чоловіка, там повинно бути Ну, багато епізодів. группа людей, да. Короче, неважно. Вот. А Юрий Григорьевич говорит, что это не может быть бандитизмом, потому что у них оружия нету. Ну, а я говорю, что если У есть них інший спосіб, государственные скажімо так, полномочия, віджимання. это оружие. Значит, что происходит? Значит, что делает? Рыженкова сидит, у нее же доступ к этим реестрам, аналитика и все вот эти вот, ну, дела, да? Она смотрит на компании, кто как работает. Находит какую-то проблему, вот. Потом у нее есть ID Legal Group. Вот это вот юридическая компания, они там в схеме есть, там Добровольский возглавляет эту всю богадельню. Значит, я там показывал в слайде, они у меня есть. Значит, они, значит, с ней организовывают форумы, они постоянно публично показывают, что они рядом с ней, что не возле тела, да, что не одна тусовка, и они там 2-3 раза в месяц проводят какой-то сабантуй. Приглашают туда бизнесменов, ну да, и всем демонстрируют это публично. Потом, значит, она смотрит, анализирует и говорит, что вот здесь есть проблема. К этой компании, у которой есть проблема, приходят люди с этими документами и говорят, что смотрите, у вас есть проблема, вы должны заплатить столько-то денег. Если вы их не заплатите, у вас могут быть проблемы. Если компания как бы отказывается, к ним приходят силовые органы и блокируют деятельность. Потому что Саме это... простий випадок, податкові накладні заблокували і все. Да, понял? І все зупиняється. Они передают эту всю историю туда, к ним приходят силовики и ложат предприятие. И говорят, вас же предупреждали. Потом этот ценник увеличивается, дается деньги, Хто не и они хоче, отваливают. підприємство знищується. Такі приклади є. Вот и вся схема. Это что, не бандитизм? Понимаешь? Це використання інтересів служби всупереч інтересам служби. И вот они вот эти вот... Это злоуживание Это владою. надо просто прийти сейчас, чтобы зашли сотрудники, вот новый Руслан Кравченко, он должен просто провести полный аудит того, чего делала Рыженкова Ну, со ми ж в своими этими 19-му бандосами. році чули про повний аудит. аудит. І що? Понимаешь, полный аудит. Там такие цифры, ну, и она, ну, там носила, там, ну, там несколько сот тысяч долларов правоохранительным, с теми, с правоохранительными органами, с которыми она сотрудничала, да, она им разносила чемоданы. То есть они в месяц там 300, от 300 до 500 тысяч долларов зарабатывали. Вот на вот этой вот теме. Да? Так вот, когда Кравченко принял решение, что ее нужно уволить, ну, что она не может остаться, что это невозможно просто по всей этой причине, звонили отовсюду. Все силовые органы, ну, там среднее звено, скажем так, да, и в том числе Генеральная прокуратура, с просьбой Кравченко, оставьте ее, пожалуйста. Смотри, а теперь мораль в этой истории в чем? Вообще прикинь, еще раз повторяю. Высокопоставленный агентурный сотрудник, резидент РФ, контролирует вообще весь импорт, экспорт, все реестры и гостайну и вообще является руководителем финразведки налоговой службы Украины. И все правоохранительные органы просят оставить ее вообще на должности. захищають. Юра, вы вообще прикидываете? Ну вот вообще хоть кто-то вообще понимает, что это? Силовые органы не в наручниках ее вывозят, а просят ее остаться. Нового руководителя. Юра.
Трэш. Можемо пригадати тільки Президент фільм РФ. «Спрут» итальянський, і, по-моєму, у нас спрут значно більше. 100%. При том, что вы сейчас этой войной, вы воюете с этим же государством. Тот спрут просто отдыхает на фоне этого спрута. Тут спрашивают, а когда будет позитив, давайте говорить о том, как выходить из этого ужаса, бардака. Друзья, позитива не будет. Да, так а тут нет, Наиближчим я еще раз- часом. ну, А ну, какой вам позитив нужен? Вы вот понимаете, это вот, когда я это слышу, какой позитив? Да тут пиздец, ну какой Да, позитив? да, О да. чем вы говорите? Какой? Ни вам, ни вашим детям, никому вообще при таком раскладе, вот если оно создается, ничего не светит вообще. Вот давайте на чистоту. Якщо влада не змінить підход і не почне робити на державу, нічого не вийде, а влада поки не проявляє бажання цього робити. Я вообще такое На унижение даний час вибори неможливі, Я- владу змінити неможливо. не тому- до конца вообще, простите, вот это договорил прошлую мысль. Российские нарративы звучат. Этот самый, я... Рябошапка. Ну, чистый подонок, мразь. Представь себе, чел жил во Франции. Ну, никакого отношения к Украине не имел. Ну, вообще нихуя. Ну, ненаказуемо, как говорил один классик в этом Не, хорошо. в известном советском фильме, ненаказуемо. Хорошо. Его привезли сюда, сделали генеральным прокурором, главным законником страны. Мгм. Он пришел, уничтожил нахуй всю службу, вообще генеральную прокуратуру, которая является по сути смотрящим, да, вот, ну, Вона не є смотрящим, вона повинна дивитися за дотриманням законів. ну, да, Всіма, в першу чергу обеспечивает- правоохоронними органами. обеспечивать справедливость в стране. Просто уничтожил вообще. Просто, вы представляете, себе, уничтожил. Развалили, продали уголовных дел, ну вообще заработали денег. Потом собрал манатки и уехал, блядь, во Францию. Во время войны. Война началась. Собрал вещи и уехал. Ну вот мы вот тут все, Нет, вот после то- вот этого, кто вообще? Коли Вот, Костіна уволили, він там писав пост, що готов повернутися. І Чумак хотів повернутися, Мгм. керувати прокуратурою. Мало було в 2019 році. Ты вообще представляешь себе, какое унижение? То есть приехал чел, обворовал, уничтожил, развалил. Все, что мы сейчас обсуждаем, это последствия, в том числе действий Рябошапки. Вот все, что я сейчас рассказываю, это он к этому привел. Ні, что він он почав. развалил. Він не ті. Ні, далі був Венедіктов, потім Ну, Венедиктова, Костін, то есть Костин, блядь. Представляешь себе? И потом собрал манатки и уехал. А мы просто, ну мы тут просто все, ну, как бы, как презервативы вообще использованные. Кто-то это понимает вообще или нет? И никаких вопросов к нему нету вообще. К нему же нету ни у кого вопросов. А не може бути питання, його хто ставив? Влада, влада на місці. Які можуть бути питання? У нас будуть проблеми завжди, поки влада не навчиться визнавати помилки і виправляти їх. У нас влада не вчиться. Помилок нема. Все правильно. А те, що ми летимо в яму, чи вже долетіли, тільки нам знизу стучать, поки ми ще не оцінили. Да. Тут спрашивали, как подписаться на канал Свобода. Я дал ссылку в чате. Вот просто кликайте на телеграм-канал, как бы, да, и в описании к эфиру тоже. Да, у нас там будет это. куча подкастов выходит вообще охренительных. Всем рекомендую. Книги мы озвучиваем. У нас библиотека есть. Мы книги озвучиваем. Вот. И издаем книги. Я сам издаю детские книги, кстати. Украинскую мову, между прочим. Да, поэтому подписывайтесь на Влада. Я в описании к эфиру вот тоже сейчас. Ой, это ужас просто вообще. Я говорю, я просто шокирован. Это просто какой-то... Это просто... Это просто Украина. Вот и все. Зараз влада повинна затягнути свої пояса, показати, що вона дійсно готова боротися за цю Україну. Сумніваю, що нинішня влада це спроможна зробити. І тоді її підтримує населення. А поки сьогодні, кстати, прочитав, правда, Бужанський написав, що будуть карати працівників ТЦК за бусифікацію. Ну, вибачте, це теж застаріло так на півроку. Коли приймали цей закон в травні, я тоді у влади казав, що або у нас розроблять закон, який буде передбачати суворі рамки дії працівників ТЦК і їх відповідальність за порушення, і суворові рамки дій громадян України і теж покарання за це. А у нас що відбувається? У нас є повністю безкарний державний орган, якому дали карт-бланш. І хай кажуть, що це спеціально зняті ролики. Это демократия.
Есть, кстати, лучик света, есть хороший, я, кстати, знаю позитив. Это демократия, как говорит Портников. Расскажу. Есть позитив на самом деле. В первом чтении проголосован этот самый... Тоже, кстати, интересно. Сергей Власенко, хорошо известный народный депутат, главный Київський юрист. окружний адміністративний суд. Этот самый, ну, который с Юлией, соратник Юлии Тимошенко. Причем, что я максимально не поддерживаю всех никого. Просто Власенко действительно, он такой стоит. Хороший юрист, він входив в комісію он по... считается одним из лучших юристов страны, ну, то есть заслуженно. Тут к политической партии мы сейчас не говорим, да. Вот. И, значит, в первом чтении они же ликвидировали, помнишь, они, когда Вовка, власть имеется в виду нынешняя, Павла Вовка пыталась убрать из суда административного окружного в Киеве, не смогли его убрать, и поэтому они ликвидировали суд. И у нас же все административные дела, ну, все, что принимает оскаржение дій влади, в Киеве же невозможно это сделать. Ні, можливо, зараз обласний суд трошки розглядає, але там такий завал. У нас взагалі, По 5 очередей, короче, у нас очередь 5 лет. створена система неможливості оскарження дій влади. Тому що нам казали, що суди будуть це робити, для цього ми в прокуратури забираємо загальний нагляд, це буде добре. Суди створили, суди завалили справами так, що вони продиху не мають, і громадяни не мають ніякої можливості добитися справедливості. Тут нужно Все. повторить. Этап, повторяю, классика, демократия. Да, це Я демократія. людям повторю, это важно сказать, чтобы люди понимали. Смотрите, что такое окружной административный суд? То есть все органы власти, когда выносят какие-то решения, там неважно, кабинет министров, пенсионный фонд, Які, на думку громадянина, порушують його права, да, вы можна можете оскаржити пойти- до цього суду. Да, и так получилось, что это была позиция в Киеве очень сильно. Павел Вовк, скандальный очень судья, если вы напишите в поисковике Павел Вовк, вы очень много прочитаете, он там десятилетия сидит. И эта позиция козырная, почему? Потому что этот Павел Вовк влияет на судей, да, и они выносят решения, которые отменяют, например, решения правительства, решения там офисов, Ні, какие-то там... це питання, якщо б у нас влада довела це, Подождите. ну у нас ніхто цього не довів. Понятно. Ну, короче, то есть эта позиция козырная, потому что она может отменить решение правительства в Киеве. Понимаешь? Поэтому там очень... Не тільки в Києві, на всю державу. Вот. И они пытались его убрать, новая власть. Вот. Не смогли, и они решили ликвидировать нахуй суд. Что успешно сделали. И это в І каком году? написали, що на протязі року треба створити новий. В каком-то году было? Ой, це було ще до війни. Ну да. Ну, До 20-й. широкомасштабного 20-й, вторгнення. Да. То есть смысл в чем? Что оказалось на сегодняшний день, вот все это время, 21-й, да. если ты, допустим, там пенсионный фонд, например, тебе выдает какую-то справку, и ты считаешь, что она незаконная, у тебя другая точка зрения, да, то ты не можешь ее пойти куда-то оскаржить, потому что суд ликвидирован. Чого я подав заяву в 19-му році, в 21-му з великими трудностями передав цю справу в Київський обласний суд, і тепер чекаю вже скільки? То есть Ну, вже они- 5 років лежить. Они типа сказали, власть сказала, что мы ликвидируем этот суд, и чтобы пока заполнить этот вакуум, отдадим в областной. Ну, рассматривать это право киевский, понял? Вот. Но поскольку это миллиард этих решений, люди подают заявление, и Так 5, що це зараз у всіх адміністративних, там повний завал. и 5 лет ждут, что просто это заявление приняли к рассмотрению. Не решение, а к рассмотрению. Ну, короче, я к чему веду. Вот, то есть поэтому вот это. И сейчас в Верховной Раде проголосован в первом чтении законопроект о создании все-таки этого административного суда. Вот, Але без участі в в редакції- комісіях міжнародних да, в експертів. редакции Власенко. И смысл в том, что там международные партнеры не принимают участие в отборе вот этих вот судей. То есть она же с 2014 года все органы через конкурсы, вот эти вот иностранные вот эти вот вещи, да, вот эти вот не приезжают люди, которые очень такое посредственное отношение имеют к нашим к реалиям. Які в першу дію не розуміють українську мову, Да. не можуть задати питання. Їм перекладають, звісно, але хто і як перекладає, і по-друге, їм формують думку. Це ж дуже простий варіант, як здіяти на людину. Якщо вона не розуміє, що навколо відбувається, формується її думка. Правильним перекладом, правильною подачею інформації. І все. Да. Вот, и сейчас в Верховной Раде в первом чтении проголосован закон, который вот в Киеве, Киевский административный суд будет избираться без участия там западных, скажем так, партнеров. Ну, це, це в перший принципі- крок, а другий крок, що у нас з 20 січня, тобто сьогоднішнього дня, фактично перестає діяти Конституційний суд. Кстати, Закінчується повноваження частини суддів, там нема кворуму, кстати, да. і оскаржити будь-які законодавчі акти тепер буде теж неможливо. Да, да, да. И в Киеве уже не работает Конституционный суд сегодняшнего.
Ну, він не може розглядати справи. Великолепно. Да? Демократия, опять-таки. Да, на самом деле все, смотрите, это такой лучик позитива, но это только первое чтение, ко второму, может быть, все изменится. Я про этот законопроект, про УАСК. Но смысл в чем? Что, ну да, не работает конституционно. Но я же говорю, тут без иллюзий, мы в депо, ну, люди, мы в натуре в депо. Ну, сейчас мы решаем только, мы перестраиваемся на новые рельсы, скажем, или мы остаемся там, ну, как бы. И без вариантов дальше. Да, но ситуация очень плачевная, ну, реально. Ну, в Я не Аргентині знаю. Мілей прийшов до влади, і щось почало змінюватись на краще. Чи Так. буде результат, побачимо, але у них не було війни. А у нас вона є. І тому у нас повинен бути якийсь Мілей в квадраті. Да, все очень сложно. Я думаю, что нам нужен не Милей, а Ататюрк в квадрате. С элементами Милея, с элементами Кейнса, с элементами Ну так-то можно тогда и о Деголе говорить, по большому Рузвельта, счету. Деголя, как бы, это потому что здесь просто такой объем Мгм. работы, который... А лучше вообще Ататюрк, Милей, это самый Деголь, чтобы были членами правительства. У каждого было свое направление. Да, это все очень В сложно. 2014 році це повинен був робити Хака Бендукідзе, але він помер. І в результаті та грузинська команда, яка прийшла, такі реформи провела, що далі ні. Слушай, я помню я помню, как Бальцеровича, да, пригласили. Он пришел, пообщался, я все понял, говорит, собрался и уехал, да? Или как там было? Да. Мне все понятно, Надія спасибо. повинна бути тільки на нас. Спрашивают, если иметь все ресурсы, сколько займет время перестроиться? Ну, я как бы там вспоминая наших классиков и вообще как бы там помню об историческом опыте, я думаю, что не меньше 20 лет. Вот в таком как бы в таком лаге всегда идет перестройка институтов. Лет 10 уходит на перестройку политических институтов, потому что вопрос всегда идет о, ну, как бы об инерции социальной. Я бы ответил на этот вопрос, знаешь как, смотря, тут правильно надо его сформулировать, потому что этот вопрос, он слишком общий. Смотрите, остановить полный пиздорез можно достаточно быстро. То есть это правоохранительность. Там генеральный прокурор, Не згоден. там... Коли мене ще в 17-му році питали, скільки треба часу, щоб відновити слідство, наприклад, в поліції, в правоохоронних органах, взагалі нормальне слідство, щоб воно нормально розслідувало справу. Я вже тоді казав, що не менше 5 років. Вы говорите про системные вещи. Я говорю, что остановить вот этот вал полного краха можно быстро. А дальше будет очень тяжелая работа про те 20 лет, про которые ты говоришь. Да. Просто о чем мы говорим? Остановить этот полный правовой, ну, коллапс вот полный, его можно быстро. Ну, потому что, смотри, я скажу так, вот смотри, вот сейчас заходит СБУ, просто одевает наручники на Гетманцева, одевает наручники на Якушка в Киевской налоговой, например, да, одевает наручники там, например, на Арахамию. Не може. На- Нема генерального прокурора, не можна внести провадження. Подождите. То есть делается 5 арестов и выносится там, допустим, сейчас Гетманцеву 15 лет с конфискацией. И он реально едет, ну, на кичу. И я тебе уверяю, что очень быстро это остановит. Це корупційна справа, розслідувати повинна НАБУ. НАБУ у нас справи менше 5 років не розслідує, тому це надія ні про що. Это, кстати, тоже правда. Тут- Должен быть режим экстраординарный. Во, я хотел сказать, да. Экстраординарные времена требуют Это экстраординарных экстраординарных решений, решений. я Вот и тоже. всё. И поэтому институты должны быть тоже экстраординарными. И Да, работать да. они должны в экстраординарном режиме. И совершенно очевидно, что нормативная база государства прошлого, которая на наших глазах сейчас умирает, вот, она должна быть демонтирована, ну, для того, чтобы как бы, эти Авгиевы конюшни можно Да. было как бы разгрести, исходя из здравого смысла, как бы, Абсолютно там, и правильно понимания кажете. справедливости. Авгієві конюшні. Абсолютно правильно кажете. В 19-му році ті ж самі лозунги казала за команда, що ми все розвалимо, а потім побудуємо. Те ж саме казали більшовики. На жаль, як це, посилання на нових людей призводить тільки до негативного результату. Так нам не надо нові люди. Треба використовувати все, що є можливе. Нам нужно Як большевики з 27-го року побудували правоохоронну систему, вишукуючи воєнспеців, як вони називали, старих. Так у них военспецы изначально были как бы там. Сначала они строили армию, вот, потом, когда они решили вопрос победы в гражданской войне, они начали строить государство. Для этого они запустили НЭП, потому что Ленин понял, что... Тобто використали економістів старих. Не, так первое правительство Керенского на самом деле, ну что?
Я просто говорю вот о логике перехода. Потом они поняли, что если ты не можешь решить вопрос перезапуска экономики, то у тебя даже твоя эта государственность полностью под контролем, она обрушится. Поэтому они запустили НЭП, вот, который позволил стабилизировать ситуацию и загнать село в какое-то состояние более-менее как бы, благополучия, скажем Але так. потім почали його грабувати. Да, а потом они поняли, что они уже взяли под контроль государство, и можно переходить к следующему этапу индустриализации, который они проводили в рамках подготовки к войне, потому что Сталин и вся эта компания, они прекрасно понимали, Тільки війна. что война неизбежна. Для этого нужна тяжелая индустрия. Тяжелую индустрию можно было получить за счет закупки оборудования за рубежом. Але вони цю тяжелу індустрію спочатку розвалили теж. Більшість інженерів то втекла. Нет, так это в ходе гражданской войны Ну. вообще было потеряно все. То есть сколько тому там їм довелося экономика составляла там 8% от уровня того ще известного в 1913 60-х года. роках порівнювали з 1913 да, роком. Да, я это все помню. Вон те книжки стоят. Вот Я так, хочу да. сказать, что... Я просто говорю о чем, что они были логичны. Потому что помимо вот этих еще решений, он же еще создавал новую элиту. Потому что он понимал, Сталина я имею в виду, он понимал, что когда они поняли, что вот эти все рабфаки ничего не производят и не способны производить, что они сделали? Они начали восстанавливать университеты, он затащил вот эту профессуру, как бы там они ее начали поднимать, запускать, давать ей как бы там ход. А некоторые сразу как бы этот ход получало, там, в том, что касалось технических наук. И тогда они как бы начали готовить специалистов. И 37-й год почему произошел? В 37-м, там, 38-м. Ну, тому що ці спеціалісти не могли ще нічого робити. Да, потому что к тому моменту, когда он понял, что необходимо переводить как бы уже как бы в другое качество экономику и подготовку к войне, то все те старые большевики, там всякие эйхи, как бы вот эти вот, которых он всех там пострелял, они стали тормозом на пути к осуществлению этой задачи. И потом он сначала придумал конституцию, известную всем, самую демократическую, вот, где были заложены принципы перехода смены элиты. Но это все благополучно похерилось, потому что старая большевистская гвардия, она действительно очень серьезно упиралась. И вот тогда запустился элемент чисток. Сначала армия, потому что она представляла реальную Абсолютно угрозу. так, да, вона була силою. Да, и на фоне как бы и на фоне гражданской войны в Испании он просто увидел тенденции и понял, что необходимо, в общем... Що і армія теж не зовсім дієздатна. Да. Вот. И у него была вполне четкая, прагматичная и циничная логика, как бы там, да. И вот так вот, мы вот это вот все развернули, эту всю логику. Посмотрите, сколько приходилось решать задач на протяжении какого промежутка У времени. нас зараз той же самий варіант. Армія в першу чергу, тому що треба відбити агресію чи зупинити хоча б на якийсь час. А в подальшому так, відновлення державного апарату. Я хочу сказать, что, опять же, вопрос остановить и потом настроить, построить новое, это две разных вопроса. Во-вторых, я хочу сказать, Юрий Григорьевич, что не надо вот этих вот новых, то, что вы говорите, нам нужны компетентные. Абсолютно правильно. Подождите, это могут быть это не важно, это должны быть. Вони компетентні повинні Нам, бути. да. Молоді вони, старі, немає Абсолютно значення. правильно. То есть это компетентные, а потом компетентным в экстраординарных условиях экстраординарные Полноважения. инструменты. Так. Поэтому не надо новые, нет, компетентные. И им те инструменты, которые в этот исторический период времени необходимы для быстрого наведения порядка. А потом надо новое. И знаете, что самое вообще главное? Вот я давно сформулировал эту мысль, она очень короткая, хочу вам сказать. Смотрите, это должны быть люди, которые, блядь, любят страну, Украину. Понимаешь? Это должны быть люди, которые любят свое государство. Вот это самое главное. Потому что эти подонки. На жаль, на даний час, навіть серед військових, які Іскренні є на люди, фронті, є думка, що з таким підходом до влади наша країна не є можливістю, місцем для проживання. І після того, як вони звільняться з армії, вони будуть тікати. Так это, да. Тому що, да, вони зараз захищають, але вони розуміють те, що навколо відбувається, як діє влада, що перспектив немає. Тому якщо влада не зміниться вже зараз, то варіант тільки один. Тут пишут, синтез пишет, дай бог такой логичности, як 100 років тому было. Я говорю, этот пример приводил, я могу другую логичность привести Ататюрка, который на самом деле, в общем-то, двигался тоже на пути, шел по пути системного слома, и он у него занял тоже там около 15 И Южная Корея.
Южная Корея, опять-таки, тоже. Сінгапур, де багато Да, прикладів. с 53 года они начали, но при этом 10 лет у них ушло, 9 лет ушло на то, чтобы вообще ничего не изменялось, была страшная коррупция. Вот, и, собственно говоря, пока Пак Чон Хи не пришел через 9 И что он, лет. кстати, сделал Да. первым делом? Он же всех этих советников и всех этих западных этих самых сказал, что подождите, мы сейчас наведем порядок сами. Да, и Пак Чон Хи тоже, у него потом еще Да. ушло еще как бы куча времени на то, чтобы запустить базовые процессы. И несмотря на то, что у него там начались успехи спустя какое-то время, его все равно грохнули. Те, кто не знает историю Южной Кореи, напомню. Кстати, у нас в 20:00 в среду будет, я думаю, очень крутой эфир с человеком, который очень глубоко знает Южную Корею, пожил там 6 лет, знает корейский язык и при этом еще народный депутат. И да, есть такие. И он у нас был на встрече, когда я поляков приводил, ну, вот, Бартащака, как бы там и этого Марека Буджиша из Strategy and Future. И он присутствовал на встрече, и он потом сказал, что типа вот я готов выйти и рассказать вообще вот как, ну, что делали корейцы, в какой логике они находились и находятся сегодня, что такое вообще корейский сценарий для Украины в контексте там Трампа и всего остального. Как они это делают. Ну, короче говоря, у нас будет такой большой системный эфир, где мы вот это вот как бы вот эту логику, в том числе изменений, покажем. И про Северную Корею расскажем интересно. Ну, короче, не пожалейте, в 20:00 в среду будет этот эфир. Классно, да. Так что не забудьте посмотреть. Да. Вот. В Конституции пишут, нужно прописать КПА, если население уменьшается, чиновнику должны быть уволены, начиная с президента. Я думаю, что вопрос не в том, чтобы там увеличивается население, либо уменьшается, потому что Аппарат вообще должен быть минимальным. вопрос в качестве жизни населения. Да, да. Потому что если население уменьшилось по объективным причинам, ну такое тоже бывает сейчас, а жизнь и качество улучшилось, то это как бы один вопрос. А когда у нас население уменьшилось и качество жизни ухудшилось, постоянно падает, то это ну как бы, как говорится, на лицо. То, что происходит. Витя Кореневский пишет, при этом Ататюрк мог потерпеть фиаско несколько раз, все решил случай, а 99% а с 99% изначальных соратников по пути попрощался. Ну так это неумолимая историческая логика, как бы. Вот, Да. Так это, кстати, наша проблема. Да. У нас люди, которые неэффективны, продолжают оставаться. Залишаються, тому що вони мають зв'язки з керівником. Потому что они скажімо преданные. Так. Лояльность превыше всего. Лояльність превыше професіоналізму. Розум і вміння враховується в останню чергу, в першу Да. чергу лояльність. А Абсолютно. цього бути не може. І тому Ататюрк так і поводився. Тобто, якщо ти бачиш, що людина не зовсім компетентна, її треба міняти. Шукати Да. іншого, Да. другого, Беспощадно. третього. Так. Беспощадно, независимо. Друг, не друг. Абсолютно. Да нет в политике вообще, в большой политике нет дружбы. Ее быть в принципе не может. Потому что ты или задачу решаешь, или не решаешь. Все, точка. И именно поэтому нужно людей проводить на руководящие позиции, с которыми у тебя лучше нет никакой эмоциональной привязки. Абсолютно. Потому что тогда у тебя будет... Ти будеш тоді оцінювати його компетентність. Да. І якщо він некомпетентний, швидко будеш його міняти на іншого, шукаючи того, Да, хто. да. Ну, НЕП. Ну, у нас не тільки економічно, у нас і політично, тут Не, все. ну, Влада не изменится, пишет Татьяна Шапочкина, вы это знаете, они такими родились. Друзья, важно не кто там как родился, а важно кто как изменился. Вот общество, оно или изменяется, или не изменяется. И тогда вот оно повторяет судьбу своих пращуров, как говорится. И поэтому ну, как бы можно говорить о том, что вот это вот скыгление, там, ну, вот мы слышим, там, что Сидоренко пришел как бы, с коллегой, и скыглят тут. Но, к сожалению, большинство людей в Украине, они абсолютно не понимают масштаб вообще Існуючих проблем. да, ужаса, в котором мы находимся. И вот то, что они показывают на пальцах, вот так вот, чувством, толком, расстановкой, это вот должно привести к осознанию. Потому Подожди, что, а что вы будете делать, если я вам не буду рассказывать вообще? Да. Просто интересно. да. Вот если не будет людей, которые знают, где посмотреть. А просто однажды, я тебе скажу, что однажды просто потухнет свет, Да. вырубится тепло, Да. ну потому что как бы параметры системы задаются просто физическими характеристиками этой системы. Электростанции не могут работать, если не подвозится топливо, если оборудование... Порушена логистика да, и так далее. И все остальное.
А все, что вот они рассказывают, это по этому поводу, потому что нет, когда нет приоритетности как бы относительно той или иной государственной политики и направлений, то, соответственно, электростанции не модернизируются, железная дорога не модернизируется, образование как бы Погіршується. погіршується, все остальное. И однажды просто пропадает свет, Да. и все. Так І я в хочу- якийсь момент сантехнік, який закінчив вуз, починить трубу так, що вона ніколи не запрацює заново. Ось і Да. все. Да нет, просто И сантехника электрик. не, сантехника Ні, не він буде, диплом у нього буде, тільки нічого робити Да. не буде вміти. Просто без лишней скромности тоже я хочу тебе сказать. Смотри, вот Гетманцева сейчас отстранили от налоговой. Это же результат исключительно нескольких человек. Вот мы расследовали, Юра об этом говорил. В Украине, кстати, единственный. Спасибо тебе, что поддерживал. Я, кстати, что хотел написать еще. Ты написал вот это по поводу Роженковой, да? Я хотел сказать, что спасибо тебе, что ты единственный вообще это поддерживал в Украине. И был еще там пару человек за границей, в том числе, опять же, Масичук, который это делал, но он за границей. А в Украине все же молчали. Все молчали. Так вот я к чему говорю, что это же на основании вот этих вот эфиров и расследований сейчас Гетманцев потерял контроль над воровством, просто разворовыванием, ну, тотальным разворовыванием бюджета. То есть это по большому... И сейчас изменилось руководство. Это шанс. Понимаешь? Вот Який эта буде работа... результат, ще невідомо. Да, результат мы не знаем, но это шанс. Если бы мы этого не делали, если бы, как вы говорите, я не ныл, но я не ною, я расследование делаю, публикую, я рассказываю вам, вы бы об этом не знали, а эти люди бы, у вас не было бы шанса. Так этот шанс хотя бы есть, понимаете, в чем дело? Мгм. Корейці використали свій шанс, Сінгапур використав свій шанс, Ататюрк використав свій шанс. Тому і у нас повинен бути шанс. Просто Але наш- якщо громадяни будуть просто сидіти і Конечно. хто гречки більше дасть, як у нас дуже часто, ну то вибачте, у нас шанс закінчиться. Да, вопрос же республики какой? Республика это же дело каждого, да? То есть мы расследуем, а вы должны поддерживать, там, лайкать, распространять, там, донатить, я не знаю, подписываться, скачивать там приложение, еще там что-то, не знаю. Каждый должен заниматься, ну, на это. Если, понимаешь, если это не нужно гражданам своим, то те люди, которым это нужно, они трансформируются, либо превращаются в городских сумасшедших. Потом эти люди либо уезжают, либо оставляют эту задачу, а все остальные превращаются в скот, в крепостных. И то, что вот, собственно І говоря... вірять в те, що йому кажуть в телевізорі. Да, Росія. и то, что им рассказывают телевизор, это Россия. Да. Понимаешь, у тебя толчок на улице, но гейропа. И все вот эти вот вещи, и мы еще покажем Кузькину мать, и они тупые. Ну, понимаешь? Мгм. Вот и все. То есть вы же поймите, что если вы не будете этим интересоваться, мы не будем этим делать, мы превратимся, да, в Россию, действительно. Тому варіант, або ми розвиваємося, Конечно. або перетворюємося на Росію. В іншого Да. випадку не Это може не бути. нытье, это борьба вообще. Ну, на самом-то деле. Конечно. И более того, это смертельно опасная борьба. Ну да. Для тех, кто не понимает то, что говорит Влад, ну, что это вообще-то с большим риском для жизни все делается. Ну, И Юрий тоже как бы то, что говорит. А поэтому вы должны это понимать и ценить. Как минимум. А как максимум еще и поддерживать. Юрий Григорьевич, кстати, вообще на вес золота. Вообще прикидываешь, у нас генеральный прокурор, вообще люди, которые... 4 года вы были первым замом. Ну, в 15-му году назначен, звільнений у вересні 19. Короче, первый зам вообще генпрокурора, чтобы вы понимали, это ну, мультимиллионер долларовый. Просто чтобы было... Ні, в нормальній країні ні. Ну, Це еще вже- нормально, мы говорим про Украину. Вы посмотрите вообще на генеральных прокуроров и просто поймите, а это первый зам, вы вообще поймите, о каких материях идет речь. Юрий Григорьевич на метро ездит, чтобы просто было понятно. Були різні генеральні прокурори в Україні. Просто поймите вообще, у нас в Украине нету ни одного генерального прокурора, ни олигарха вообще. Є. Это Тут кто? я не згоден. Медведько Олександр Іванович, наприклад. Ай, слушайте, сколько ему лет? 100 тысяч? Ну, чому 100 тисяч? Мгм. Ну, 60, даже 70, Это ні, 70 десь. другие времена, и вообще все было по-другому. Понимаете? То есть у нас есть люди, нас просто это, это штучный товар на самом У деле. нас просто было проблеми в понятно. усіх органах, тому що у нас оголосили нові обличчя. Не може бути ніяких облич, якщо людина хоча б самостійно не вивчила систему і не прийняла правила гри. Не розробила і почала працювати. Тобто, хочеш працювати в прокуратурі, подивись, що таке район, що таке область, що таке генеральний, ти можеш її організовувати.
А у нас, вибачте, після 19-го року жоден генеральний не мав взагалі ніякого досвіду роботи прокуратури. Що ви хочете? У нас зараз розробляється нова реформа прокуратури. Через кстати. рік хочуть ліквідувати прокуратури, зробити її департаментом Міністерства юстиції. Для чого? Для чого була реформа 16-го року? Для того, щоб красти все, що можна, і прокуратура не могла на це впливати. Для цього ліквідували загальний нагляд. Для цього створили адміністративні суди, які повинні були захищати, які не спроможні це зробити, справитися з такою кількістю скарг. Для чого зараз треба повністю ліквідувати Генеральну? Щоб припинити будь-яке слідство, Нагляд. щоб прокурор перетворився на того, хто буде підписувати те, що йому приносять, не маючи можливості висловити свою точку зору, і буде в усьому винуватий. А всі інші, як крали, так і будуть красти. Нам розказують, в США така система. Та ні. Шановні, в США вам розказують обман. Там не така система. Там спочатку з'явився Генеральний прокурор, а потім навколо нього створили Міністерство юстиції. Где он главный? Яке це зовсім не те Міністерство юстиції, яке є у нас. В Міністерство юстиції США входять більше 20 правоохоронних органів. Который координирует работу генеральный прокурор. Так. Координирует. Не те, що нам розповідають. Я колись з начальником департаменту Міністерства юстиції їздив у відрядження в 2010 році. І теж вона, от, треба вас до нас приєднати. Я кажу, почекайте, а хто буде в Верховну Раду ходити? Відчитуватись. Міністр юстиції? І все, вона рот заткнула і пішла в сторону. Ніхто ж не розуміє, як це працює. Нам розповідають, в США так, брешуть наші товариші громадські активісти. В США не так. Там зовсім інша система. Конечно. Там жоден слідчий слова не може сказати без прокурора. Якщо він щось скаже впроти, то він не буде слідчим. Ну, потому что его деятельность следовательно направлена на решение задач прокурора. Ні. Ну, прокурор, Там слідчий розслідує, шукає. Я же говорю, Але якщо він нашукав щось, то він йде до прокурора Ну, і так я каже, ж об этом з и цим говорю. в суд підете? Так я же об этом и говорю. Он функционально должен обеспечить его материалами. Да. А прокурор, подивившись, каже, да, я з цим в суд, або не піду, треба доопрацювати, або ні, цей матеріал взагалі нікуди не годяться, з ним нічого не буде. І там прокурор головний. Він не виконує волю слідчих. І він впливає на все. А у нас хочуть змінити це. Я в 2014 році був в Будапешті в Академії ФБР, і там виникла така ситуація, що прокурори були тільки з України, а із інших країн, із Угорщини, з США, із Косова, були працівники поліції, служб безпеки і так далі. І от під час дискусії виникло, що мішають в усіх країнах прокурори. В США мішають, в Угорщині мішають, в Косово мішають. Як би було добре їх ліквідувати? І тут я вже не витримав, стою, кажу, шановні, а ви на себе відповідальність візьмете? Ви підете в суд зі своїми матеріалами? Ви будете доводити вину, що ви розказуєте? Тиша в залі, і тут же нехай прокурори залишаються. А у нас якось цього не розуміють. Давайте все поламаємо, а потім будемо дивуватися, що в нас ніхто злочинця посадити не може, або визнає злочинцем того, хто насправді їм не є. Ліквідуємо звичайні юридичні механізми, які працюють у всьому світі, і зробимо щось таке, що ніде в світі не працює. Давайте. Самое интересное, знаете, я смотрю, наблюдаю за этими всеми дискуссиями, вот даже сейчас, то, что мы говорим. Юра, ну представляешь себе, мы говорим с тобой сейчас о палке-копалке. Люди, понимаешь, люди на Марс летят вообще колонизацией, а мы говорим о прокуратуре, следствии. Як повинні вообще. працювати правоохоронні Как- органи, суди? Как карманника вообще притянуть к ответственности. Вообще прикидываешь, ну, понимаете вообще? Палка-копалка. Да. А ви ще спробуйте його притягнути в нинішніх умовах. Да. Будьте дуже сильно здивовані. Понимаешь, люди летят на Марс, а мы не можем наказать вообще чувака, который украл, 50 миллионов долларов. да. И все факты налицо. В телеграм-канале вот у меня опубликованы, иди надевай наручники. Реально. Прикидываешь? Просто осознайте проблему. Еще раз говорю, у нас в стране за 30 лет никто не занимается вопросом правоохранительных органов и справедливости в целом. Это не популярно, это не приносит рейтинга на телеке, об этом не говорят. Понимаешь? А там за эти 30 лет сформировалась позиция людей, которые приходят и отбирают собственность, грабят бизнес, отжимают, ну, занимаются там рейдерством и всем остальным. Чисто вымогалово, рэкет, понимаешь? И это победило. Мы находимся... Органи державної влади вважають, що перша їхня задача – це самозбагачення. Понимаешь?
Мы находимся в палеолите просто, я еще раз говорю. Люди летят на Марс, Теслы, все остальные машины уже сами паркуются, сами ездят. Вы посмотрите на новые современные вообще автомобили. Вы поймите, что мы во время войны, тут же про войну нам рассказывают много, да? Воруем на снарядах и рассказываем про экзистенциальность войны и воруем на снарядах вообще. Снарядах, мінах і так далі, На і тому еде, подобне. и на еде, на яблоках, на яйцах, на куртках. Вы вообще осознаете? И мы этих людей не можем притянуть к ответственности. Что за этим стоит этика, которая это все позволяет. Да. Этика — это этический вопрос. Этика, которая это все оправдывает под телем. Потому что, понял же, она же как бы при Петре Алексеевиче патриотическая коррупция, что вот можно воровать, потому что это же как бы деньги идут потом на патриотические СМИ. А потом вот эти патриотические СМИ и их представители, вот мы сейчас вот были свидетелями этой круговой поруки, которые говорят: да нет, он хороший. Вы что? Вы занимаетесь его хейтом, как бы А там. нам нужно здесь воровать, чтобы депутатам платить зарплату. Да. Вот депутатам надо платить Чтобы они зарплату. проголосовали за нужное решение. Да. Вопрос, нужные кому. Вообще, представляешь себе, какой ужас? И в результате получается, что нужные журналисты закроют глаза на нужных депутатов, деяния, как бы, что Або підтримують іншу Да. думку і завалять скаргами того, хто нічого не зробив. да, закроют глаза на то, что возьмут бабки от русских, как бы, будут кричать, что вот этого вы патриота травят, и тут же возьмут бабки от русских, от Пинапа, как бы там, да. И все как один напишут, что типа иди поиграй в казино. Пинап. Вот ссылочка тебе, как бы там. Каждый же день пишут, что типа вложил 180 гривен, получил 12 тысяч уже сегодня, как бы там, да. Все телеграм-каналы это ставят, все. Бо на цьому заробляють. Бо на этом зарабатывают. И тут же они говорят о том, что тут же все в едином порыве, эти мрази, они говорят о том, что оскорбляют патриота там, и самого как бы Светоча. Как бы, там. Как это уживается? Ну вот я просто задаюсь Я в вопросом. такие моменты это самое хомяка зову, говорю: Олег, давай какой-то проводить сеанс, поговори со мной. Ну, чтобы не слететь просто с катушек. Да. Психологічна допомога нужна всім українцям на даний момент. А чому не можна пропустити всіх суддів, прокурорів через незалежний детектор брехні? Та, Ну ключове во всьому цьому слово незалежний. Ні, Незалежний. ніхто не може розуміти одну річ. Немає детектора брехні, який дає 100% оцінку. Да. Да и вообще До это цього работает часу. не так, как кино показывает. Да, це в кіно тільки все так гарно відбувається і все видно. Не розроблені методики і не може гарантувати. А експерт, який проводить, може виписати той висновок, який йому потрібен, і перевірити його неможливо. Да. Тому И не вообще буде це детектор, так полиграф, будуватись. он проверяет вообще, на самом деле проверяется один вопрос. Там, допустим, ты в конкретном случае воровал, либо не воровал. И 4 часа проверяется только При один цьому этот конкретный експерт вопрос. готує ці питання, Да. будує їх так, щоб воно повторювалось 10, 20, 30 разів Да. і ловиться на різних відповідях. Да. Да. То есть детектор А вообще, коли це взагалі питання про все, то детектор не працює. это ж не Так же, як і СТБ. не працюють зараз конкурси, тобто в конкурсах починають відбирати це тестування на логічні здібності. Різні обставини у людей, хтось не виспався, хтось хворів, хтось ще, і він по-різному відповідає. Конечно. А той, хто мав доступ до готування до програми, він знає відповіді, він вибере. Кстати, в цих дуже часто відповіді неправильні. І тому для того, щоб отримати потрібний бал, ти повинен знати неправильні відповіді. Тобто всі ці тестування, воно не працює. Да. И здесь еще один миф. Реально принять в республике юрисдикцию суда и прокуратуры Великобритании, может быть, это поможет. Ой, Это не поможет ничего, потому что Вони не я був в тому ж Будапешті, були британці, вони з нами проводили заняття. І вони нам казали таку річ, яка у нас в країні взагалі не буде працювати. Вони розробили методику притягнення своїх громадян до відповідальності за продаж зброї в третіх країнах. Тобто Британія взагалі нічого, але їхні громадяни задавали питання, а для чого? Ну ми ж повинні підтримати престиж своєї корони. Ну добре. У нас зараз, нам такі зараз потрібні?
У нас є гораздо більше проблем, які треба розгрібати. Это все вот это вот как бы наивность аборигенов, которые думают, вот начинается еще с времен варагов, что нет, Хтось прийде і за нас все вирішить. нет порядка на нашей земле, придите как бы и решите наши проблемы. Ну пришли варяги, как бы, ну решили ваши проблемы, эти всех кривичей, древлян, полян там и прочих племен, которые тут жили. Ну, посмотрите на тысячелетнюю историю. Что в нашей тысячелетней истории было, как бы там, да? И Це вот- можна 14 рік знати. Грузини, поляки, які прийшли у нас реформуватися. Не, просто хорошо, тут может показаться, что это была какая-то девиация. Но посмотрите на тысячелетнюю историю, и вы поймете, что никто никогда не решает ваши проблемы, потому что есть добрые аборигены, которые сидят, как бы там и говорят, мы хотим демократию, как бы там, и мы хотим там чего-то, да, плюшечки, чтобы нам дали, а мы готовы подчиниться, потому что вы должны быть вот хорошие, светлые, будете улучшать нашу жизнь. Ни хера, всем насрать на вас, как бы там, да. Конечно. Сейчас вот, пока Трамп выступал, говорят, там я не смотрел просто инаугурацию за то, что мы в эфире были, что Украину не упомянул там ни разу, как бы там, и что это означает. Да это означает, что готовится какое-то решение, которое нет смысла озвучивать, поскольку должно быть пространство для маневра. Вот. Но опять-таки, эти все наивные мечты по поводу того, что из-за того, что здесь есть литий, они как дурачки побежали все скупать этот литий, что-то там. Вам у меня господи, Егор в эфире, черным по белому объяснил, что да насрать всем на это 3% лития, который здесь есть, потому что есть куча других месторождений, которые намного дешевле, больше и эффективнее, чем то, что здесь есть. Даже на землю на эту насрать, как бы там, несмотря на то, что она тут плодоносит, что там будет. Сейчас распахают в Африке, в Южном Судане там, и в других странах распакают черноземы, там, которые лежат миллионами лет, и никогда до них плуг не доходил, и получат то, что из Украины там, из той же самой вытягивает. Это все просто наивный бред. Но мы находимся в ситуации, как в романах Фенімора Купера. Вот В есть, цьому світі ми потрібні да. тільки самі собі, Да. більше нікому. Да. Слушай, это сумасшедший дом. Ну, слушайте, многих людей беспокоит, вот, что сейчас кушает ваш сосед. Ну, вас интересует, какие проблемы у вашего соседа, который вас на лестничной клетке, вот дверь в дверь. Он колбасу кушает за 10 гривен, либо за 110 гривен. Вас же не интересуют вообще проблемы соседей. Как вы можете думать, что американцы вообще волнуют? Да. Но во многих странах успешно, вот и Дэн Третьяков пишет, но во многих странах успешно внедрены кейсы, когда в технопарках и кластерах вводят английское право, и это удобно для инвесторов, бизнеса и экономики в целом. Дэн, но за этим же стоит воля, за которой стоит разум, который понимает, как этот инструмент использовать для того, чтобы затягивать инвестиции, для того, чтобы снять недоверие к той правоохранительной системе, в рамках которой происходит как бы эта экономическая У активность. нас всі реформи з цього починалися. То есть люди понимают, что в Казахстане, допустим, там, или где-то мы в массе юрисдикций такие принимают решения, люди понимают, что если мы хотим быстро затащить бабки большие, то для этого необходимо дать какое-то время, и для этого нужно в ограниченной юрисдикции затащить туда это британское право, для того, чтобы бабки туда пошли. Вот. А это нам нужно для того, чтобы решать какие-то государственные задачи развития. То есть это инструмент, в который заводят британское право, относительно стратегических задач, где есть субъект, целеполагающий того, каких задач ему нужно достигнуть с помощью этого инструмента. Это вторично относительно к наличию целеполагания и наличию субъекта, у которого она есть. Понимаете? Вот. Вот это первично, а не то, что ты заводишь какую-то юрисдикцию, в которой будет британское право. Это надстройки. Сначала нам нужно хоть какой-то котлован вырыть вообще, и залить его вообще чем-то. Без фундаменту нічого побудувати Да, неможливо. конечно. Это уже надстройки. Нужно в принципе решить, что мы делаем. Понимаете, еще раз говорю, мы находимся на проблеме палки-копалки. Какая разница, какая тут будет право? Британская, не британская. Если у нас палка-копалка. Знаешь? Да. Палка-копалка. Кіка Міка спрашиває, а з чого починати? Я слухаю, розумію, що ситуація у нас так. Це як я хочу розуміти, що таке нескінченість в космосі. Голова починає боліти. Да. Так я же говорю, мы в депо. Я же еще раз повторяю. Я в прошлом году Юрий пришел и говорю, Юра, нам конец. Просто мы еще не успеем. Понимаешь, проблема людей в том, наших граждан, что они понимают этот конец, когда стыкаются с правоохранительными органами либо судами. В обычной жизни вот человек пока, знаешь, не ходит
там в больницу, например, там не обращается за медицинской То він не знає, помощью. яка у нас медицина. Да. Или он не встречается с судом, там, у него не случается пока какая-то, свет не не дай бог. исчезает. Да. Да. Как в Кривом Роге. Говорили, что начнет взрываться. В результате взорвалось. Благодаря тому, что мы эфир с Попенко сделали, хоть услышали там, и начали как-то реагировать, потому что 1000 сколько там с лишним домов сидели просто без тепла люди вообще. И об этом никто не говорил, опять-таки. Потому что пинап как бы там, Да. пинап в голове, зарабатывать бабки, рассказать о том, как хорошо 180 гривен как бы вложить, получить 15 тысяч. Вот. А так это, смотрите, эта же логика ничем не отличается от британского права, которое вот кто-то заведет британское право и случится чудо. Это же И как мы бы- все сразу и мы все разбогатеем. сразу разбогатеем. Это же лудомания, ну, блядь, в чистом виде, которая, ну, нет уже Доведеться других брати слов, лопати как і бы, там, копати да. самим. Ніхто вам нічого не викопає. Да. И не произойдет это, вот ничего, никакого чуда не будет, пока не произойдет вот просто осознание, во-первых, масштаба вот этого всего, во-вторых, просто неприпустимых вещей. Да, людоедство. не В везет людоедство, просто. которое Да. будут прошиты в мораль человека. Когда журналист будет понимать, что ни при каких обстоятельствах он не должен брать бабки, которые идут от казино. Вот мне на почту приходит за течение недели, ну там, я не знаю, 30-40 сообщений с предложениями взять бабки как бы под казино, там, поставить на хвылю там, или на телеграм-канал. Вот. И я это принципиально отказываюсь. Даже ну, там, пинап, это не пинап, это, это принципиальный вопрос, потому что если ты это начинаешь распространять, то ты приводишь свою семью в свой дом, в конце концов, ты приводишь в смерть. Потому что люди, которые сейчас на фронте получают эти деньги, кровью своим потом пропитанные, как бы, и проигрывают их тут же, как бы, списывая туда, вот, они жизненную энергию тратят на смерть, по большому счету. И если журналисты, когда это все делают и берут, вот, это значит, что у них просто нет элементарной этической какой-то составляющей, связанной и со осознанием последствий своего выбора, потому что каждый день каждый человек делает выбор. И вот когда ты у пинапа берешь бабки, а потом говоришь о том, что Виталик это молодец, и у тебя не возникает ничего, в твоей голове ничего не шевелится, что у тебя как минимум логическое противоречие, а как максимум у тебя просто моральная бездна у тебя в голове сидит, то, конечно же, мы будем жить вот так, как мы живем. Да? І буде чоловік чоловіку волк. Кожен буде свої проблеми вирішувати, намагатись хапнути побільше, а країна буде Потому что в знищуватися. порядке вещей, потому что даже будут какие-то исключения, это же свой, типа там, да? Что это нормально, что мы свои, свои своего поддержать. А то, что свой это людоед, Да. там как-то. Да, в налоговой происходит людоедство просто. Це що таке налоги? Всюди происходит. Ну, в правоохранительных, ну да. Ну. Каннибализм, тотальный каннибализм. Каннибализм, да. Государство превратилось в каннибала, которое жрет своих. Потому что когда вокруг Покровска не строили эти крепостные фортификации не строили, когда все кричали, что стройте фортификации, делайте то, делайте все. Они розы там Благоустройство, да. И на СМИ там 14 миллионов расписывали, и на все остальное. То есть все такие, Ну, понятно. мы Мабуть, все знаем. треба. а мабуть треба. Или деньги выделять на администрацию Мариуполя. Это как? Северодонецка, Мариуполя, все. Это как? Вот зачем содержать чиновников несуществующих городских администраций? Что они управляют? Какие они задачи решают, которые не могут решить другие государственные органы, которые есть на неоккупированной территории? Но это же сговор, который он реально из государственного бюджета год за годом распиливает какое-то количество бабла. Аэропорт Борисполь, Да. аеропорти, які захопили, В Донецький аеропорт. Сумах, там тоже какой-то аэропорт. Там, І зарплата непогана, люди живуть. Да. Так я же говорю, это сумасшедшие деньги. Вы просто представьте себе какие-то суммы. Я еще раз говорю, я опубликовал 50 миллионов долларов, 2 миллиарда гривен на одной схеме, я ее опубликовал. Со всеми деталями и подробностями. Взяли наручники, приехали и надели на Якушка. Гетьманцева, да, и дальше Кириенко, Сокур. Я повторял эти фамилии постоянно, сегодня столько раз. Берете и делаете.
Вы представьте себе количество денег. 2 миллиарда денег на одной схеме вообще. Понимаешь? Да. Какая, и, ну, американцы, а потом говорят, что вот американцы говорят, что там какие-то деньги, ну, надо провести какой-то аудит. Так сейчас Трамп посмотрит, он им даст аудит. Вообще, вы поймите, как голосует вообще американец, вот этот средний пояс, да, вот у него, если за 4 года в кошельке стало на $1 меньше, он не голосует вообще за эту партию. за этого президента и за этого партии, за своего конгрессмена, там, сенатора и так далее, и так далее. Ну, представляете себе? Ты ведь сейчас, ну, а эти люди сейчас проведут аудит, вы просто подумайте об этом. Они проведут аудит, увидят когда цифры и покажут американскому народу, не то, что ни одна копейка не пойдет. Ну, Они еще из тех 300 ярдов, которые, они еще отсудят. которые по своей наивности аборигены думают, что им будут давать эти бабки, они будут их пилить, они оттуда еще половину заберут, а то как бы и все, и скажут, идите нахер, и все. И... Это ж нифига не смешно. Как можно быть такими инфантильными вообще? Да. Понимаешь? Мне это кажется, что вот я говорю, почему я говорю, что мне кажется, что вот Данил там ёбнулся, еще там вот эти вот все. Но это чистая палата номер 6. Ну, это палата номер 6. Займатися під час війни самозбагаченням – це себе знищити. Вони просто не розуміють одну річ. Якщо Україна програє, то росіяни доженуть всіх і всюди. За кордоном, не за кордоном, в Сполучених Штатах. Мало того, і українці, які виживуть, доженуть всіх. Это если они на них не работают. Це Потому так. что если они на них работают, они еще и медальку получат. Ні, не получать. Справа в тому, що дуже величезні втрати у Росії, грошей багато втратили, тому знищать всіх. Да. І ніхто захищати нікого не буде. Я не знаю, нам срочно нужна реанимационная машина, точечно ставить людей на правильные позиции и срочно что-то делать. Я вам говорю, закончится это все очень плохо. Ну, Юр, я тебе еще раз говорю, закончится это все очень плохо. Согласен. Прислів'я «Трамп прийде і все вирішить» не Да, спрацює. нет, конечно. Або народ України сам вирішує, як Не, йому не. жити і Тут міняється. скорее будет южно-вьетнамский сценарий со всеми вытекающими последствиями. Когда они сядут, посчитают, поймут, что лучше договориться как бы там с какими-то крупными игроками, а это все спишут и скажут, идите гуляйте. Вот и все. Ну, короче говоря, чуда не будет. Чуда не будет. Чудо, Если мы не опомнимся. да, чудо всегда это продукт своих собственных усилий. Счастье это ваше усилие, то, что вы делаете. Вот, какое-то достижение это всегда продукт усилий человека. Если ему что-то прилетело, вот, как это, ну не часто, но мы знаем, там выигрывает человек в лотерею, там что-то и так далее. Ну вот вы знаете, вот можете привести пример хоть одного человека, который, допустим, в Штатах выиграл в лотерею 300 мільйонів там 2 миллиона там, или 5 миллионов или 10, и после этого стал миллиардером, как бы там, да? Ну, я таких случаев не знаю. Наверное, потому что у человека у такого нет культуры как бы достижения успеха, удержания потом этого капитала, который он получает, и его приумножения. Ну, потому что нет, ну, это все равно требует определенной культуры, усилий, работы над собой там, и так далее. Вот. Поэтому, а у нас все хотят вот выиграть вот этот пинап, как бы выиграть. 180 гривен вложил, 12 там, или 16 тысяч получил, и все как бы. Трамп выиграл, сейчас автомобиль пошло как бы там, да? Да. Вот. А это все сказки для И лохов. это же все звенья, на самом деле, ты рассказываешь, звенья одной цепи. Нажать кнопку и выиграть деньги. Трамп пришел. І потім їх тільки тратять, і все. Да, Там да. пришел, навел порядок. Да. Это же все звенья одной цепи. Стоп. Модель поведения одна. 100%. И это просто проклятие какое-то над этой земле. Я просто помню помнишь развал Советского Союза, когда вот это Гайдар, как бы там поднимались, у них там программа была 180 дней, помните, что это реформы там за 180 дней, типа все, прожектор перестройки, вот это все показывали. Как бы. Ні, це було ще до розвалу Союзу, прожектор перестройки. Так вот как раз на переходе в развала Советского Союза, у них же появились, они начали генерировать вот эти все программы, как бы там, что вот за 180 дней все, реформы там все пройдет. Вот. А в результате сказка про белого бычка очередная получилась.
Вот. И правильно пишет он синтез, просто у нас 1000 років культивуется лень ума. И это так и есть. И все, что культивирует лень ума, и предлагает простые решения, это есть смерть для этого несчастного нашего народа. Абсолютно правильно. Якщо нам пропонують самий простий і всім зрозумілий шлях, то він швидше за все абсолютно неправильний. І він приведе до абсолютно негативного результату. У нас таке відбувається. Нам кажуть, все легко, зараз ми тут создамо НАБУ і корупція щезне. Вона розквітла. Створимо антикорупційний суд і справи підуть. Не пішли. І так далі. І так можна будь-який приклад. Зараз ми зменшимо зарплати медсестрам, проведемо медичну реформу, у нас як розквітне медицина. В результаті всі медсестри виїхали в Польщу, Чехію, Словакію, а тут виявилась величезна дірка. І нема вже. Да. І так далі. Кожну реформу можна взяти, і те, що нам говорили, і результат абсолютно інший. Вы же поймите, что НАБУ существует 10 лет. Вообще кто-то прикидывает? 10 лет жизни. Это ребенок рождается, идет в школу и заканчивает младшую школу. Вот у вас там получилось ребенок, он у вас уже вырос, пошел в школу, закончил школу, младшую, а с коррупцией стало только хуже. Представляешь себе отрезок времени? За 10 лет, что произошло вообще с коррупцией? 10 лет создали НАБУ назад. Вы же поймите, вы вообще кто-то понимает, что стало хуже за 10 лет? Это же 10 лет жизни вообще. Какие вообще надежды, на какой орган может быть вообще? Алина Стайловская пишет из Канады. История из жизни. Мой знакомый чиновник, я напомню, что Алиночка из Мариуполя сама переехала, побыла в оккупации, перебралась в Канаду, сейчас живет там уже 2 года с лишним. История из жизни. Мой знакомый чиновник ворвал как не в себя, пришла война, он все потерял, заплатил за выезд, теперь моет туалеты в одной из стран Европы, потому что больше ничего не может делать. Ну вот. Просто из картина маслом. И, кстати, многие силовики об этом, их эта мысль пугает, те, кто с головой дружат, там еще что, вот кем ты будешь там, Так они же ничего не могут. Если потому что если ты не можешь охранять государство, в нормальном понимании слова здесь, то там в другом государстве ты просто не нужен, потому что там своих силовиков хватает. Конечно. Эти же все чиновники, они же только на шлагбауме стоят и поднимают, они же только грабят людей. А по своим заводским настройкам они же ни на что не способны. Никто из них ничего не умеет делать, ни руками, ни головой. Ни кофе, вы даже кофе варите, никто из них кофейню не откроет, понимаешь? Это те люди, которые просто продают свою подпись на государственной бумаге какой-то, гербовой там, например. Все. Это ж полный вообще, Нет? Хорошо. Але чиновники теж повинні бути, тому що у нас їх зараз немає. Що? Конечно. Нет, конечно, кто против? Але просто відбір повинен бути реальний. В И это залежності від- государство должно быть маленькое, такое, которое будет просто эффективно обеспечивать. Государство не повинно громадянам заважати жити, воно повинно втручатись точково тільки тоді, коли громадяни виходять за межі тих прав, які їм треба. У нас, на жаль, втручання всюди, а толку ніякого. Обеспечивать сервис только минимально, конечно. Да. Хорошо. У нас получился почти 3-часовой эфир, 2 часа 56 минут. Но мы очень, кстати, важные вещи Да, проговорили, я кстати тоже говоря. считаю, что это очень хороший, очень сильный эфир, поэтому не забудьте полайкать, распространить везде там по всем пабликам, где только можете у себя, с подводками, с комментариями, пишите комментарии здесь, это все помогает поднять в алгоритмах и соответственно распространить эту информацию. Подписывайтесь на канал Свободный Влада, я дал ссылки в описании к эфиру. Да, там Телеграм, мы кучу всего публикуем, Да. мы кучу всего показываем, и подкастов у нас куча интересных выходит. Там у нас с Юрием Григорьевичем есть. І подкаст. єдине, що можна сказати, що громадяни, ніхто за нас нічого роботи не зробить. Або ми самі навчимося керувати своєю країною, Да, или нам конец. або нам кінець. Да. И, кстати, это не какое-то там будущее непонятное. Наиближче. Непонятно когда, да. Это в ближайшем будущем. Да, хорошо. Все, на этом заканчиваем. Я уже даже не знаю, делать мему на эфир или нет, потому что мы так бодро перешли все нормы. Вот, сейчас решу, напишу. Спасибо большое нашим Да, гостям. тебе спасибо большое. Дякую всім за увагу. Да, и обнимаем, целуем. До новых встреч. Пока.